Я на это смотрю, я говорю, я изначально же сказал, когда там в Нью-Йорке начали крушить и громить памятники, любые памятники. Да вообще, да где угодно, ты тупой что ли, глухой что ли ты, блин? Вот я тебе говорю, и СС, и Гитлеру всем оставить памятники. Все вот как их там, кто построил, так пусть они и стоят, и все. Да. Вот и все. Нет, этого не было. Я жопа не моя. Как вариант. Там много можно что сказать. Давай, короче, я вас... Что тут непонятного? Что тут непонятного? Ну да. Я еще раз говорю, я не знаю, что... Это единственный нормальный вариант, понимаешь? Все. Это нормальный вариант, человеческий, единственный человечный, единственный цивилизованный, привет, европейцы, еврогейцы или кто-то у вас, да. Единственный цивилизованный, взрослого человека, если угодно, взрослый вариант. Ну, как бы, ну, неважно, зрелый, мудрый, человечный, не звериный, не сатанинский, а божеский вариант. Не сумасшедший, а вменяемый, здоровый, психиатрический и психически адекватный, и, как сказать, умственно полноценный, и, да, и психологически здоровый, психологически добрый, да. Ну, неважно, добрый или добрый, это все слова. Белый, хороший, плохой, психологически, как бы, не вредный, психологически полезный, понимаешь? То есть единственный адекватный, единственное, все остальное неадекватное. Не понимаю. Я не на что вы не думаете, что тут потеряли, я их, да. Ну, хотя бы чуть-чуть, да. Ну, через 7 уже, да. Я тоже сам как бы... Сообщениям, которые прозвучали в самом начале нашего выпуска. Итак, под Докучаевском ТРТ под обстрел ВСУ попала съемочная группа военкора телеканала РТ. 2 человека получили ранения. Вот по улетному информагентству это все, что известно. Сейчас расспросим нашего коллегу в Донбассе Станислав Бердвальд, наш корреспондент с нами на связь выходит. Стас, приветствую. Что известно? Как ребят себя чувствуют? Да, Дима, здравствуйте. Мы находимся недалеко от Докучаевска, были сегодня совершенно в другом месте, но вот такие вот неприятные новости приходят сейчас именно из-под Докучаевска. Это здоровый вариант, понимаешь? Единственный здоровый вариант, больше нету никаких. Делайте вывод. Что, у меня одного логика, что ли, работает, что ли? Что, мужиков-то нет, что ли? Любой мужик праведный, понимаешь, праведный просто все. Ну, правильный. Одно это я просто, да не важно это. Ну, просто я специально так говорю, потому что когда говорят про праведность, они именно это имеют в виду, понимаешь? Именно это качество отличает мужчину, то есть мужской пол от женского, скажем так. Здесь жестокость здесь вообще ни при чем. Ну, это, да, то есть, меня это не касается, а что, обязан что ли тебе чем-то? Вот именно что наоборот. Много чего, понимаешь? Видишь? Сегодня находились в населенном пункте Бердянска, где проходит сейчас разминирование. МЧС России совместно с МЧС Донецкой Народной Республики сейчас готовят лэповые трассы, так называемые, то есть разминируют лэп для того, чтобы уже коммунальщики, энергетики могли спокойно подойти и протягивать электричество непосредственно в сам город Мариуполь. Я напомню, что накануне уже свет там появился в социальных и социально важных объектах, больницы, поликлиники и прочее. Сейчас очень важно в короткие сроки протянуть как раз электричество и дать поток электричества на весь город Мариуполь. Давайте послушаем, что говорят в МЧС. Сейчас мы проводим очистку от населенного пункта
Ну, вот китайцы меня понимают, да? пункта пионерская. Да, вот, да, Иван, да. Дальнейшего восстановления и подачи электроэнергии уже населенные пункты. На месте работы Без насилия жить, полная понимаешь? свобода. Это же не мечта, ну вот Да? это Вот то, что пробиты машиной сплошной чистой. все мы когда Ну и стоит сказать, что подразделение пиротехнических работ МЧС ДНР всего обследовало на 736 гектаров открытой местности и 249 150 квадратных метров помещений, зданий, сооружений. Уничтожено 67 688 предметов. Это огромное количество. Сейчас действительно вот в районах освобожденных крайне не рекомендуют куда-то сходить с ну, дороги, государство, потому что да, везде все другими людьми надо жить, да. сегодня вытащили две противопехотные мины, противотанковую мину, которую потом на отдалении, на безопасном расстоянии уничтожили. Мы продолжаем следить за обстановкой здесь, в Донецкой Народной Республике, продолжаем получать информацию про наших коллег с Раштуда и будем надеяться, что... В том-то дело, что дальше будет, понимаете? Вот, как я говорю, и есть на самом деле. Съемочную группу наш специальный корреспондент Станислав Бербанк был с нами на прямой связи из Донецкой Народной Республики. Ближе. Пусть так. Единственный хороший для всех вариант единственный. Теле2. Я нашел необычный предмет. Это смартфон человека 21 века. Тут много накопилось за 100 лет. У абонентов Теле2 минуты и гигабайты не сгорают никогда. Вечные минуты и гигабайты переносятся снова и снова. Хотите найти новую квартиру? Ищите ее на сайте DomClick. DomClick – сервис недвижимости. Ну давай тогда от противного. Давай тогда вот каждый раз смотри. Каждый раз все уничтожать. Да, то есть, вот пришел новый президент, старый президент, все сжигаешь, все там, например. Хорошо, слишком яркий пример. Да, все памятники, вот смотри, что-то там изменилось, все сжигаешь, все перечеркиваешь, всю историю переписываешь, все там, ну, к примеру, там, все памятники уничтожаешь, книги сжигаешь, с факельными шествиями ходишь вокруг этих книг, новые книги переписываешь. Ты, ну, к примеру, ну, не нравится тебе что-нибудь, неважно где. А просто я к примеру говорю. То есть, ну, это слишком очевидно, просто чтобы... Ну, понял, нет, это не шутка, я серьезно тебе говорю. У вас Comedy Club. Я нормальный человек. Термонест причем. Только кровавый. Жестокий такой. Психически не очень здоровый, скажем. Появляется масса на освобождаемых территориях. Заметать следы ни Штаты, ни украинцы попросту не успевают. Ладно, забудь так. Вас не поражает, что ли, это жизнь? Документация по проекту QIWI-Wallet предусматривает, что о небольших инцидентах с подобными необходимо сообщать в Комитет США по энергии в течение 72 часов. Все так могут, я тебе больше скажу, все так и делают, просто кого-то, ну просто, скажем так, мутное зрение, скажем так, да, то есть не хватает праведности, смелости не хватает внутри себя, да, скажем так. Я специально это слово использую как бы, как пощечина, так скажем, как перчатка, ну как, не пощечина, а как вот объяснишь, что вот именно это оно имеется в виду, как бы, ну да, квинтэссенция. Да, типа того. А это все то, что вы имеете в виду, это бабство. Женоподобие всего лишь мужское. Да. А если это женоподобие мужское, то это значит хана, то это кровавое, страшное, да. Что это смерть рода людского просто. То это бесчеловечность, когда мужчина как женщина себя ведет к большим кровям, так скажем, и да, к болезням. И это бесчеловечно, потому что человек, вот этот человек, он мужчина.
А он не хочет свою человеческую жизнь вести, поэтому он себя ведет как женщина. Не хочет притвориться, ну, притворяется женщиной, притворяется! Добренькой! Да. Что, и говорит, надо жить добротой, эмоциями. Ну, это как бы, не, я тоже так могу сказать. Ты можешь сказать, большие все художники, так они художники, они умели, они технологию узнали, и технологии эмоционального воздействия, так скажем, ну, они ее отрабатывали, так скажем, ну, жили на этих средствах так или иначе. Ну, или, да, по дорожку, конечно. Пошли нахер, потому что Ван Гог не был художником, если так. Ну, какие-то вот эти, скажем, художники, которые как бы квази-художники. Да. Да, типа, которые, да, то есть они никому не нужны были. Ну, то есть у них просто не хватило что-то в них, чтобы себя реализовать, чтобы не прожить никчемную жизнь. Miserable life. И на это право они не имели просто все. Ни перед собой, ни перед искусством. Представляешь, каково было бы искусство Ван Гога, если бы он жил полноценную нормальную жизнь, да, если бы он дожил до своих первых выставок каких-нибудь, да, и начинал бы в галерее выставляться, да, ну и стал бы художником. Ну да, то есть, ну, я как понимаю, решу, который прожил бы не 30, а там 90 лет. Это имя сегодня прогремело во всех американских. Ну я просто так, это не суть разговора. Просто, да, ну, просто нищетовая, никакой не надо было то же самое сделать, просто больше работать, больше мужества, если за себя. Украину, обрекая на гибель экономику Соединенных Штатов. Напомню, инфляция в марте побила 40-летний рекорд. Пол задал сенаторам резонный вопрос, а кто и как будет проводить контроль за расходованием столь большой суммы. Однако говорить об этом верхнем Я палате точно, да, на 100%. Что он хотел? Ну не хватило, знаете, ему что-то. А что, такие плохие картины, что ли, были у Ван Гога? Да не такие уж и плохие, нормально он мог бы выставляться со своей изюминкой, как бы ты сказал, правильно? Надо было оседлать свои эмоции просто и понять, что ну, он действительно, наверное, был такой. Насколько, ну, это все не суть разговора. Себя можно довести до чего угодно, поэтому надо иметь в виду, надо понимать, что это часть процесса, понимаешь, ты как бы сам себя эмоциональную сферу тренируешь так, чтобы быть художником, поэтом там и так далее. То есть это в любой системе образования художника, творческой личности, так скажем, в любой консерватории, где угодно, запланировано, что ты будешь тренироваться, как именно эмоциональную, так скажем, культурно-эмоциональную сферу. Да. Именно эмоциональную сферу тренировать будешь как художник. То есть это часть обучения. Не зря же артистами называют музыкантов тоже. Потому что это неразрывно связано с технологией. В том числе с технологией движения. Если ты артист, ты играешь на сцене когда, да? То есть технология движения с эмоциями связана неразрывно. Все сумасшедшие, что ли, что непонятного-то? Просто технология, просто техника, блин. Да, просто техника. Техника. Нету никакой там мистики, техника всего лишь, технология, навыки, умения и навыки и знания. Ну, по одним книжкам не научишься ты актерской речи или мастерству актерского. Для этого, потому что это практика, потому что это знания, навыки тоже, потому что это знания и навыки, делать это за деньги тоже, да. Мне это не косты, блин. Чё ты не по... Негде врать, потому что уделал я всех уже раз давно. Видишь как, да, то есть, зачем вы так все кроете? Да? Зачем ты хочешь врать там, где негде врать?
Это для потребителя. Один из шоу-эффектов, типа, вау, так никто не может. Да. Времен Паганини и даже до этого фокусники в цирке. Вау. Потому что иначе ты без зарплаты останешься. Просто без денег. Вот если ты у тебя шоу, ты приходишь, если ты людей не рассмешишь, если ты не привлечешь внимание, все, денег у тебя не будет. На это есть определенные трюки, технологии. Все это знают, бля. Вы сейчас за сумасшедшего, что ли, держите меня? Зачем мне это объяснять? Что-то, все, техники, то есть знания, умения, навыки всего лишь, которым тренируют. Им обучают не только актеров, и даже музыкантов. В консерваториях этому обучают. Как играть Шопена, чтобы у тебя рука, там, дыхание, там, рояль, деревяшка просто с молотками. Какое там дыхание может быть. Да. Ну и так далее, да. К примеру, я тебе говорю. И совсем, да, вообще полностью, да, то есть, да, к примеру. Да, мне вообще похер, что ты думаешь, я тебе просто объясняю, что да. И это, что называется, с руки, с одной стороны, а с другой стороны, ты еще и культурную сферу, ты должен еще и книжек начитаться, погрузиться в культуру Европы, народов Европы, да, это скажу, то есть, да, ну, неважно, короче, блин, что мне тут да, отвали, ненавистный, сколько можно врать-то, негде врать даже, я всех уже уделал, потому что... Вот я, да, потому что нет никаких эмоций, да, если ты будешь жить эмоциями, тогда сдохнешь, понимаешь? Потому что мужская тема, это только знания, умения и навыки, все, точка. Это, да, ну, можно и так сказать, не суть это разговор. Все остальное просто бравада, да. Все остальное просто обман, просто люди не договариваются. Потому что если у тебя будут одни эмоции, вот ты выйдешь на сцену, будешь там рыдать, будешь там такой... Вот так вот, понимаешь, то это будет очень скоро напоминать что-то. Это во-вторых. Это будет интим какой-то, правильно? Это, да. На это смотреть будет как бы печально и нехорошо, как бы мавитон, так скажем. То есть, да, поймешь, короче. Да, как, да. То есть мавитон, то есть так нельзя, мужчины так себя не ведут, это не профессионально! То есть ты никакой не актер, значит. Потому что актер не эмоционирует, он играет эмоции. Может быть глубоко, да, и так далее. Может быть вообще не так, как ты. Да пошел нахуй, негде! Знания, умения, навыки! Ну бей себя тогда, видишь, да, вот поэтому ты и сдохнешь. И от болезни, и от всего. Поэтому ты, да. Потому что у мужчин, кроме этого, у нас больше ничего нет. Профессионально, да, типа того, да. Ну, не знаю, меня не касается. И это хорошо, понимаешь, все только мечтают. Ты же не мечтаешь о том, как быть лохом, ты мечтаешь о том, как... Да. Типа того, да. Именно так, скилл. Многие российские туристы решили не отказываться от традиции проводить майские праздники на юге России и отправились туда на поездах. А не важно, да, наплевать на всех уровнях. Что ты хочешь сказать? На уровне школьника ты что, не мужского пола, что ли? Что? Просто маленький. Так вот я говорю, так жизнь-то прекрасна, понимаешь? Да сдохните вместе с ним. Да пошел на. Так вы, ну, потому что вы зла желаете, и себе, и мне. Негде врать даже, потому что так оно и есть! Так оно и есть и было всегда! И прямо сейчас и останется так, неважно, как ты к этому. Какие у тебя эмоции с этим, какое у тебя мнение, что ты там думаешь, соглашаешься, да всем настраивай. Реальность, да, ты смотришь вот такого актера. Почему? Потому что он умеет вот так вот какой-то вот жест сделать вот так вот, и ты такой, о, вот так ты вот, типа стильно, круто. И ты такой, ну то есть, да, то есть покупаешь его внешность, умение, манеры, так сказать, то есть скилл. Ну, понимаешь, ну и что дальше внешность? Ну это тоже часть, так скажем, часть товара, да, то есть если ты актер, артист, но если ты артист, допустим, с какой-то даже не очень красивой внешностью, вот возьмем голливудских актеров, там есть страшненькие такие, не очень, но они не взять даже свои роли, там есть какие-то феноменальные люди, которые, ну, там, например, еще там, да, то есть, да, ну понимаешь, долгий разговор, короче. Так это, вот я про это говорю, это скилл, понимаешь? То есть Луи Фюнес, он специально себя мог просто, наверное, заводить,
То есть, ну да. Но если ты не понимаешь, что ты в роли, если ты не то есть как бы горе тебе как мужчина, горе просто, понимаешь, да, это просто мерзко становится, вот ты меня понимаешь, да, сам себя убьешь просто, все, ты не имеешь права, да, расти дальше, да, набирайся ума, опыта, знай толк, как бы, в том, чем ты занимаешься, типа того, не понимаю, наоборот, переграли просто. Я говорю, я не отвечаю, за то, что вы не думаете, я не могу отвечать. Понимаешь? Что тут непонятно? Я просто про реальность говорю, которая вот как она есть. Понимаешь? Как-то. То есть как. Нет, это. Напомню, к 2030 году планируется поставить на российский рынок свыше 500 гражданских. А никому не важно, понимаешь? Ты обязан, как вот, например, да, это совсем, реальность, она не чернушная, она объективная, понимаешь? Это, да, просто вы ее недостойны, сами себя, как бы, да, типа того, да. Видишь, как бы, да. Ну, все, точка, вопрос, еще, в принципе, можно с любой, я тебе еще раз говорю, с любой стороны зайдешь, все равно придешь к этому же. Типа мужика, и никто этого знает, да, все будут отрицать. Все, ну, мужчина же женщина. Я говорю, нет, мужчина это не женщина, мужчина это мужчина. И все мужчины хотят мужскую жизнь прожить, даже геи какие-то ненормальные. Там, даже которые вообще такие, вот я вообще не в мужском теле живу, я такой, ну и там так далее. Даже они, понимаешь, как ни странно, да. Тем временем издание Wall Street Journal сообщает, российская компания Совкомфлот продала около 10 судов, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций. Напомню, по версии газеты, география покупателей — Азия и Ближний Восток. Совкомфлот — это один из мировых лидеров по морской транспортировке энергоносителей. Это сжиженный газ и нефть. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 единицы. И в начале мая компания сама заявила, что планирует продать часть флота, эксплуатация которого стала нецелесообразной из-за введенных санкций. Сложности по локализации производства турбин после ухода компании Siemens с российского рынка не предвидится. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе деловой поездки по Ярославской области. По его словам, были предприняты шаги на опережение, и уже со следующего года эту продукцию начнет поставлять. Вот я говорю, то есть, то есть эмоциональных мужчин не будет, ну, меня не касается, не бывает там, да. Непрерывной работы. Это не мужское качество, просто, понимаешь, изначально. И это хорошо. Если мужчины будут как девочки все, как женщины, и я тебе больше хочу сказать даже, да, что женщина не хочет, чтобы, то есть она не обязана, то есть она просто, ты ее как сокровище должен добыть, понимаешь? Вот, ну так образно выражаясь. Да. И это, я тебе говорю, что намного лучше, чем ты ожидал даже. Я не виноват, что даже мозгов нет. Что ты можешь сказать? И еще такой момент. Ну то есть как бы ладно. Нельзя. Все прекрасно на своих местах, понимаешь? Никто от них не откажется, самое смешное. Даже если это сам не знаю, кто угодно там подойдет, Аллах, Саов, там Кришна, Будда, Вселенная в форме подойдет тебе, давай мы с тобой пол поменяем тогда. Вернемся в прошлое и поменяем пол, что ли? Нет, так не бывает. Ну хорошо, давай в прошлое. И такой, нет, давайте не будем, давайте обратно, я хочу быть сумасшедшим геем, ну, там, который сделал себе 10 пластических операций. Именно мужского пола. Сильно.
бушует в центре Иркутска, горит историческая застройка. Пламенем объято здание театра юного зрителя. Спасатели уже эвакуировали 50 человек. Площадь пожара около 1000 квадратных метров. Разбираться в причинах возгорания следователи станут после окончания тушения огня и проливки помещений. Но уже сейчас местные жители не исключают версию поджога. К этой теме мы еще вернемся, пока к другим новостям. Двигатели мошенничества. В Московской области попались аферисты, которые решили нажиться на ажиотажном спросе и обещали небывалые скидки на автомоторы. Вот только за запчасть нужно было внести полную предоплату. Но это задержание, похоже, лишь вершина айсберга перекупщиков и обманщиков, пользующихся дефицитом деталей. Подробности в нашем следующем репортаже. На этих кадрах, как он сам себя называет, идейный вдохновитель интернет-аферы с городского округа Домодедово. Молодой человек в серой толстовке теперь за решеткой. Сам спешит рассказать следователям о мошеннической схеме, жертвами которой становились доверчивые автомобилисты. Нас было 3 организатора. Я был самым старшим, самым главным. Создавался сайт. Также у нас было юридическое лицо. Мы подавали рекламу и несуществующие двигатели. Правоохранители задержали 6 вероятных участников преступной схемы. Их роли были четко распределены. Эта девушка, например, работала оператором подпольного колл-центра, убеждала клиентов переводить деньги на счета до получения товара. Я работала, обзванивала клиентов и не знала, что какие-то мошенничества. Около 800 пострадавших по всей стране. Автолюбители клюнули на, казалось бы, выгодное предложение. Фальшивые интернет-магазины предлагали двигатели и запчасти по ценам в разы ниже рыночных. Но вместо обещанного товара клиенты получали кота в мешке. Спустя где-то 2-3 недели ко мне приходит мой двигатель якобы, а мы стали его получать, а там обнаружилась коробка от автомобиля, видимо, самый дешевый. Собрав финансовые сливки, авантюристы меняли номера телефонов, удаляли сайты, открывали новые, и все продавалось по кругу. Обманутым покупателям оставалось только искать помощи полицейских. В настоящее время в полицию поступило 44 заявления от обманутых клиентов интернет-магазина, которые потеряли более 2,5 миллионов рублей. Однако предварительный анализ обнаруженной у подозреваемых клиентской базы позволяет сделать вывод о том, что возможное количество пострадавших достигает 800 человек. Аферисты активизировались в условиях санкций. Автомобильные компании перестали поставлять запчасти напрямую, а коммерческие поставки в обход запретов только налаживаются. Это вызвало дефицит на рынке. Криминалитет тут же откликнулся. Например, угонами по заказу. Это кадры из Оренбуржья, которые обнародовали накануне. Силовики задерживают подозреваемых. По версии оперативников, злоумышленники охотились за иномарками, которые едва покинули автосалон. Угонщики использовали фальшивые госномера, сигнализацию взламывали с помощью специальных устройств. Как это называется? Угонные машины участились в разных регионах страны. Как считают автоэксперты, под ударом сейчас бюджетное Рено, корейские кроссоверы среднего класса и премиальные немецкие автомобили. Такие машины злоумышленники, скорее всего, распилят и распродадут по частям. Причина все та же – высокий спрос на детали даже в люксовых мастерских. Это автосервис на северо-востоке Москвы. Здесь порядка 30 автомобилей в очереди на ремонт. Мастера не скрывают, есть проблемы с деталями. К примеру, на этот черный Peugeot запчасти искали почти месяц. Сейчас, по оценкам экспертов, на определенные машины не хватает бамперов, стекол, фар. По данным страховых компаний, за последние 2 месяца запчасти подорожали в среднем на 30%. Стоимость на детали растет в зависимости от модели машины. Чем выше класс, тем дороже. Сейчас огромная проблема – это дефицит хорошего качественного товара. Любой автосервис страдает от того, что нехватка запчастей, из-за того, что наложенные санкции влияют на прямые поставки необходимых нам деталей. И нам не дает ни поставщик гарантии, не дает ни логистические компании гарантии того, сколько мы можем это прождать. Эксперты советуют автомобилистам искать альтернативу оригинальным деталям, при этом доверять только проверенным поставщикам. Например, избегать интернет-магазина без отзывов и с подозрительно низкими ценами. Зачастую за ними стоят находчивые жулики. Как раз такими стражи порядка считают авантюристов, попавшихся в Домодедове. 4 из них под стражей, остальные под домашним арестом и подпиской о невыезде. Если их вина в суде будет доказана, продавцы поддельных двигателей рискуют сменить место жительства на несколько лет. Александр Мостовая, Дмитрий Фролов, Максим Мовчан и Петр Зернов. Вести. Дежурная часть.
Журналисты под огнем. Съемочная группа военного корреспондента Russia Today Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел вооруженных сил Украины под Докучаевском в Донбассе. Сам Горшенин не пострадал, а операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Сейчас их везут в больницу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военными и националистами. В работе приняли участие первые заместители главы ведомства, руководство, следователи и криминалисты подразделений Центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России. Александру Бастрыкину доложили о завершении расследования ряда уголовных дел. Одно из них касается командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, полковника Федора Ярошевича. Он обвиняется в нанесении ракетных ударов по Донецку в марте этого года. Тогда погибли 27 мирных жителей, в том числе один ребенок. Ярошевич объявлен в розыск. Всего начиная с 2014 года количество возбужденных уголовных дел о событиях в Донбассе и на Украине составило свыше 870. Украинские каратели продолжают обстреливать дома, школы и детские сады. Показания дают очевидцы и сами националисты. Российские следователи допросили порядка 4000 украинских военнопленных. Среди фигурантов уголовных дел о военных преступлениях командиры нацбатальонов и военной ВСУ. Борьба с пиратами на Каспийском море продолжается. Боевые суда пограничной полиции постоянно задерживают браконьеров. Но нелегальный улов по-прежнему просачивается на московские рынки. Кто продолжает уничтожать осетровых, с чем ежедневно сталкиваются дагестанские и астраханские силовики. Не пропустите в эти выходные на телеканале «Россия-24» новое расследование Эдуарда Петрова «Каспийский патруль». Знаменитым на весь мир астраханским осетрам грозит исчезновение. За последние несколько лет при Каспийском регионе задержаны сотни контрабандистов. Правда, и ущерб они нанесли колоссальный. Теперь даже для браконьера добыть осетра считается большой удачей. Рыбак не останется. Работать, если ему не дают деньги. Видимо, тоже безработный, да, вот такие безработные у нас живут. Откуда в московских торговых точках появляются сотни килограммов осетровой икры? Подозрения у меня есть. Откуда она? Каспийская, астраханская. То есть это браконьерская черная? Нет, смотрите, вот банка, на ней ничего нет. Отпали. И чем занимаются астраханские и дагестанские браконьеры? Олигарх, да, я самый большой олигарх Дагестана. Мы взялись за это дело и провели свое расследование. В Сочи сотрудники ФСБ задержали предполагаемого террориста. 31-летний мужчина планировал теракт на территории одного из торгово-развлекательных центров. В его квартире был обнаружен револьвер и граната, а также различная литература и информация о преступлениях с большим количеством жертв. Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек. С какого оружия? Револьвера. Сообщается, что мужчина сторонник идеологии нацизма и массовых убийств. Из пистолета по ребенку в Новосибирской области полицейские провели беседу с вооруженными хулиганами, которые открыли огонь по девочке на игровой площадке. Школьница перенесла операцию, а вот ее обидчики до сих пор на свободе. Репортаж Елены Хохловой. На рентгеновских снимках ребенка металлические шарики, пули, которые медики извлекли из груди и ноги девочки. Стреляли предположительно из пневматического оружия. Ранение семиклассница получила в разгар дня, когда качалась на качелях. Детская площадка во дворе обычного жилого дома. Именно здесь, на этой самой качели, 13-летняя девочка ждала подругу. В какой-то момент она почувствовала боль в ноге, но определить, что это, сразу не смогла. На площадке в тот момент никого не было, да и рядом никто не проходил. Свист второй пули, которая попала в грудь, Маша уже услышала, а потом и почувствовала резкую боль. Сразу побежала домой, к маме. Домой пришла, у меня нога вся в крови была. Мы позвонили в скорую, они приехали где-то через час. Врачиха вообще сказала, что я здесь вообще рану раздернула, что это типа несерьезно. Вот, и уехала. Резкая боль не проходила. То, что в отверстиях свинцовые шарики, школьница
школьница с родителями узнали только после рентгена. Инородные тела из груди и ноги ребенка извлекли хирурги. Они же дали справку. В ней написано «в полицию сообщено», но сотрудников на пороге своей квартиры мама с дочкой так и не увидели. Устав ждать, позвонили правоохранителям сами. Мне оператор сказал, говорит, у нас зарегистрировано ваше заявление, то, что случилось, ждите. День-два придется ждать. Несколько дней прошло, никто не приезжает, никому дела нет. Правоохранители так и не приехали по вызову о стрельбе в ребенка. Идем в отделение местной полиции. Однако сотрудники уверяют, о происшествии на детской площадке не знали. А в пресс-службе регионального МВД заявили, информация о стрельбе в поселке Горный поступала. Ведется следствие. Участковыми уполномоченными полиции установлены лица, причастные к данному происшествию. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства. Материалы расследования полицейские уже передали в Следственный комитет. Выяснилось, предполагаемые виновники тоже подростки. Они уже дали показания. Уверяют, что это несчастный случай. В дневное время трое несовершеннолетних местных жителей сделали мишень из коробки на балконе и стали стрелять по ней из пневматического пистолета. В это время во дворе дома на детской площадке находилась 13-летняя девочка, в которую попали случайные выстрелы. Что грозит малолетним стрелкам, пока вопрос. Следователи проверяют их показания. Процессуальное решение пока не приняли. Младшая все еще на больничном. Каждый день ездит на перевязке. Наступать на раненую ногу ей больно. Детскую площадку, где произошло ЧП, девочка обходит стороной. Елена Ковалова, Андрей Сватуций, Виктор Тетюшкин. Вести, дежурная часть, Новосибирск. Скандал в Башкирии. Там правоохранители разбираются в громком деле. Депутат Горсовета Благовещенска Арсений Камалов. Народный избранник не смог уладить разногласия супруга. Свою злобу решил выместить на пожилом тесте. Позже под горячую руку Камалова попал местный журналист и даже прохожий. Что теперь ждет депутата? Моя коллега Александра Мостова отправилась в Уфу и выслушала каждую сторону конфликта. В парке Победы Уфы трехлетняя Мира смеется и радуется солнцу. Такие прогулки для малышки сейчас редкость. Чаще она бывает дома. Мать девочки Дилара боится, что ее бывший супруг, действующий депутат Горсовета Благовещенска Арсений Камалов, может украсть дочку в любой момент. Смириться с разводом он, похоже, не смог. А попытка удержать жену силой провалилась. Меня избил уже на фоне того, что я сказала ему, что я не буду с ним жить. Он поднял на меня руку к детям, и дочка просто заплакала, не трогай мою маму. Ей тогда было 2 года всего лишь. И меня это просто настолько сильно тронуло, что я поняла, что мне нужно бежать, просто бежать. После развода бывшие супруги ненадолго нашли компромисс ради ребенка. Камалов встречался с дочерью на выходных. Но однажды, возвращая ее домой, мужчина поругался с пожилым тестем. Ссора переросла в избиение. Пострадавший Фарид Фазулин теперь ходит по врачам. Говорит, что его били ногами по голове чуть ли не до смерти. Я все время говорил, ты же не убиваешь жестоко. С какой-то звериной ненавистью, ногами в голову. Фактически, я извиняюсь, лежал на земле, но спасло меня то, что появились 2 свидетеля. Народному избраннику, кажется, понравилось вымещать гнев на окружающих. После пожилого тестя оппонентом Камалова стал местный журналист Тимур Давлетов. Он готовил материал о конфликте между депутатом и его бывшей женой. Неудобные вопросы поставили Камалова в тупик. На видеосъемку он отреагировал уж очень агрессивно. Зачем вы орете? В смысле? Ты что? Затем конфликт депутата и журналиста переместился в автомобиль народного избранника. В какой момент в ход пошли кулаки? В тот момент, когда я у него спросил, а бил ли он пенсионера? Он сказал, что ты какие-то неадекватные вопросы задаешь. Проблему с журналистом народный избранник решал уже привычным для себя способом. Силой отнял у Давлетова телефон, чтобы удалить нехорошие видеозаписи. Я говорю, отдайте мне мой телефон, вы что делаете? Я на вас заявление напишу. И просто получаю 3 удара сюда, я просто уже не помню, открутился. Журналист вылетел из автомобиля Камалова. Подняться ему помогли случайные прохожие. Звони 112, срочно 112, звони! Тимур Давлетов, как избитый тесть Камалова, обратился в полицию. Депутат же выставил жертвой себя и написал встречное заявление. Мол, напали на самом деле на него. Сейчас отдел полиции номер 8 города Уфы проводит проверку по заявлениям от участников конфликта, которые те подали в органы внутренних дел. Арсений Камалов живет в селе Алексеевка в этом доме. Мы встретили депутата вечером, когда тот на своем белом капе подъезжал к подъезду. Журналистов народный избранник всячески избегал. Действующий депутат прямо сейчас, увидев нашу съемочную группу, пытается покинуть место, пытается развернуть. Он боится, непонятно. Может быть, вы ответите на наши вопросы? Развернуться в этом маленьком дворе у Камалова не получилось.
получилось. Наезжать на журналистов на своем авто он не стал и все же согласился поговорить. Говорили, что у вас барабанная перепонка, что вам ваш тесть ударил вас по барабанной перепонке, это так? Это следствие разбирается. Причем следственное мероприятие? Это как бы либо было? Посмотрите, я не хочу сейчас, я вообще больничный открыть с сегодняшнего дня, больничный. Я вот как бы не хочу данные сейчас показания каких давать. По словам Камалова, его зачем-то пытаются оговорить, мол, руки он не распускал. На видео совсем не то, что кажется. Вы хорошо видео посмотрите, нетрезвые были, выходные день, я за рулем, я трезвый абсолютно, я вообще не пью. И журналист был не пил? Да, перегар от него шел тоже. Он говорит, пили пивка, я не знаю, что он там. А вы его зачем били? Никто не пил, он пьяный человек. Там сам упал? Я не знаю, куда он падал, и вот у него какие-то вопросы такие тоже провокационные. Камалов депутат в горсовете Благовещенска, это недалеко от Уфы. Мы отправились туда, чтобы пообщаться с его коллегами. Вообще уравновешенный, положительный, никаких нареканий к нему нет. Ни с кем не ругался, нет? Никогда. Кроме работы в горсовете, Камалов трудится директором охранного агентства. По некоторым данным, сотрудники конторы не раз жаловались на задержку зарплаты и на то, что начальник ведет себя с ними резко. Здесь, на окраине Уфы, среди жилых домов и гаражей располагается охранное агентство народного избранника. Вот дверь, она открыта, попробуем зайти. Это агентство внутри напоминает ночлежку. Своя кухня, отдельная комната с кроватями, где сотрудники отдыхают после тяжелых смен. А Арсений вообще здесь часто бывает? Да, бывает. А он задерживает зарплаты, говорят? Давайте я на эту тему Вы боитесь или что? Задерживает зарплаты? Да нет. В агентстве о Камалове говорят либо хорошо, либо никак. Если по латыни, то де Камалов аут бена аут нихель. Возможно, что на них тоже обрушится гнев начальника. После случившегося депутат в конторе не появлялся. Зато наведался к бывшей жене, пытаясь поговорить сами, мог стоять у подъезда. Собственно, в этом доме проживала бывшая супруга депутата в квартире родителей. Сюда часто приезжал и сам Камалов, чтобы забрать дочь на выходные. Но после того, как народный избранник якобы избил тестя, девушке вместе с ребенком пришлось съехать. В спектакле с народным избранником в главной роли видели соседи Дилары. Они считают мужчину неадекватным. Он приходил, тут на весь двор цирк устраивал, орал, что-то в двери ломился. Сейчас бывшая супруга депутата вынуждена осторожничать. Боится за себя и за свою маленькую дочь. К скандалу подключился Следственный комитет. В ходе проверки действия мужчины по обоим фактам применения насилия дана правовая оценка. Не исключено, что после проверки правоохранителей в отношении народного избранника будет возбуждено уголовное дело. В таком случае Камалов, скорее всего, лишится депутатской неприкосновенности и предстанет перед судом. Александр Мостовая, Владимир Судец, Алексей Кошлаков, Иван Зуев и Андрей Нетреба. Вести, дежурная часть. Флешбомба в качестве привета. В Москве кто-то прикрепил к машине бывшего заместителя генерального прокурора коробку с проводами. Об этом пишет ряд интернет-изданий. Сообщается, что Иван Конрад якобы увидел неприятный сюрприз, когда привез свой Мерседес в автосервис. Планировал переобуть авто на летнюю резину. А в итоге пришлось вызывать саперов. То есть зачем пытался напугать Конрада или его близких, пока не ясно. Вариантов тут может быть достаточно. Семейство скандально известное. Супруга бывшего заместителя генерального прокурора, бывшая судья Елена Конрад. Она под арестом как фигурант уголовного дела о передаче взятки, а их бывший сын фигурант уголовного дела о серии заказных убийств. И возвращаемся к первой теме выпуска. В причинах мощного пожара в центре Иркутска разбираются следователи. Огонь быстро охватил около 1000 квадратных метров и перекинулся на кровлю театра юного зрителя. При этом не исключается версия поджога. О следствиях и причинах Мария Темникова. Пожар в центре Иркутска начался около 8 вечера. Изначально загорелось двухэтажное здание. В нескольких метрах от него располагается исторический объект – здание театра юного зрителя. И пожарные пытались его отстоять, однако пламя разрасталось. В итоге площадь составила около 1000 квадратных метров. Настоящее время на месте съемок – это 15,50 человечного состава. Площадь пожара предварительно составляет около 1000 квадратных метров. Пожар происходит повышенной интенсивности номер 3. Огонь все же перешел на кровлю театра юного зрителя. Здание не эксплуатировалось с 2006 года. Но по некоторым данным в городе планировали взяться за его реконструкцию. Проект, который уже готов. Пожарные борются с огнем через оконные проемы. Проливают старинное строение сверху, через кровлю. Ситуацию осложняет то, что в здании театра деревянные лестницы и перекрытия. В одном из соседних домов тем временем пропал свет. Возможно, на каком-то из участков пламя задело и линию электропередач. Но со стихией удастся справиться. Дознавателям предстоит установить, что стало причиной возгорания. Версии разные. Нельзя исключать даже вариант поджога. Старинный театр в центре города. Здесь ценен каждый квадратный метр.
Действительно весьма распространенное явление во многих регионах. Ярким примером можно назвать Томск, город, который славится своим деревянным историческим центром. Здесь было несколько волн пожаров. Первое еще в 2004-м. Я живу на втором этаже. Я даже приготовил веревку и зацепил его за батарею, чтобы если нас подождут, чтобы мы могли как-то не прыгать на асфальт. 2011 год. В окне оказался ряд памятников деревянного зодчества. Тогда местные чиновники открыто называли причины, по которым горят дома. То, что они находятся в самых лакомых местах города Томска. Еще одна история. Жуткий пожар в Ростове-на-Дону. Он возник неожиданно и распространился в считанные минуты. Тогда горели 120 домов. Многие имели архитектурную ценность. Люди остались без крыши над головой. Сами едва спаслись. В результате пожара пострадали почти 700 человек. Сообщалось об одном погибшем. За неделю, 3 года назад нас тоже поджигали. Я пошла в соцзащиту. Допускай, хоть я сегодня умру. По словам жителей, незадолго до пожара квартал обходили неизвестные люди и предлагали выкупить их участки земли по стоимости в 2 раза ниже рыночной. В случае несогласия угрожали поджогами. Якобы прикупить дорогостоящие сотки хотела крупная строительная компания. Стало ли здание Иркутского ТЮЗа очередным в списке огненных покушений, или это трагическое стечение обстоятельств, короткое замыкание или чье-то неосторожное обращение с огнем, пока говорить рано. Наверняка все эти версии проверят дознавателям. Сейчас пожарные продолжают борьбу за театр, но остановить распространение огня пока не выходит. Мария Темникова, Дмитрий Манышев, Вести, дежурная часть. Забастовка наркобаронов. Крупнейшие мировые поставщики кокаина так обиделись на колумбийских полицейских, что устроили в стране настоящий бунт. Дело в том, что стражи порядка наконец поймали лидера самого опасного наркоторговца мира. И вот теперь его приспешники взяли в осаду целые города. Материал Ксении Климиной. Вот так теперь выглядит обычная поездка на общественном транспорте по северу Колумбии. Вооруженные головорезы провожают пассажирский автобус. Тем, кто в салоне, повезло, их отпустили живыми. А вот для этого грузовика путь оказался заказан. Иномарка и грузовик охвачены пламенем. В одном из автомобилей находился местный офицер полиции. Каратели убили его. Так сразу в десятки городов на севере страны жестоко и цинично действуют наркокартели клан Персидского залива. Это своего рода месть, или, как заявляют сами мафиози, вооруженная забастовка, которая была объявлена после того, как правительство Колумбии экстрадировало Атениэля, лидера клана, в Соединенные Штаты Америки, где ему были предъявлены обвинения в торговле наркотиками. Вел преступную деятельность с июля 2003 года по октябрь 2021 и участвовал в международном заговоре с целью производства и распространения кокаина, зная и намереваясь, что наркотики будут контрабандно вывезены в Соединенные Штаты. В окончательном заключении ему предъявлено обвинение более чем в 40 эпизодах. 50-летний Дайра Антонио Усуга Давид, больше известный как Атениэль, был самым разыскиваемым преступником Колумбии, опаснейшим наркоторговцем в мире. Его уже окрестили вторым Пабло Эскобаром, а арест назвали одним из самых больших ударов по наркоторговле страны. Наркокартель, которым он правил, насчитывает больше 3000 человек и считается самой могущественной преступной организацией Колумбии. По некоторым данным, под покровительством клана происходит экспорт почти трети произведенного в Колумбии кокаина. Министерство юстиции США заявило, что картель переправил около 90 тысяч килограммов кокаина на сумму около $2 миллиардов. А еще Атениэль якобы ответственен за гибель нескольких сотен сотрудников сил безопасности Колумбии. Атениэлю удавалось скрываться от полиции в течение 10 лет. Обвинения ему предъявили заочно в США еще в 2009 году, а за информацию о его местоположении объявили награду в размере $5 миллионов. В итоге арестовали Атениэля только в октябре прошлого года, недалеко от Панамы. Для поимки лидера клана развернули целую спецоперацию. Мы собрали все ресурсы и начали операцию на рассвете. Было значительное количество войск, больше 500 человек спецназа национальной армии. Морские силы блокировали речные коридоры. Военно-воздушные силы обеспечивали нам полное прикрытие своими разведывательными платформами и перемещали войска из разных районов страны. 22 вертолета и поддержка ВВС. После задержания Атениэля поместили в тюрьму строгого режима, но участники картеля не теряли надежду высвободить своего лидера. Записи показаний, которые дал наркобарон, таинственно исчезали, происходили одна попытка побега за другой, но неудачно. В итоге Атениэль обрел такую популярность, что даже сотрудники полиции делали с ним селфи. Как наркобаронов и сам до последнего держал марку. Провожающих его в США журналистов он встречал улыбкой, играя ямочками на щеках.
Экстрадиция наркобарона в Нью-Йорк, казалось бы, должна была успокоить волнение в Колумбии, но вместо этого вызвала лавину нового насилия. Государство практически потеряло контроль над десятками городков на севере страны. Школы, магазины и предприятия не работают, улицы опустели. А любому, кто выйдет из дома, участники плана грозят убийством. За несколько дней наркозабастовки убиты не меньше 20 человек, сотни машин сожжены, а десятки дорог все еще заблокированы, несмотря на то, что восстановить порядок пытаются 52 тысячи солдат и полицейских. Ксения Климина, Вести, дежурная часть. Наша программа всегда доступна на медиаплатформе «Смотрим» в приложении или на сайте смотрим.ру. В студии был Максим Овчан. До встречи в 21:30. Сейчас несколько новостей дня. Один человек погиб и 4 пострадали. В Токмачаевске, в ДНР. Украинские военные ударили по заправке. Там в этот момент находилась и съемочная группа военного телеканала РТ. Валентина Горшенина, операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочное ранение ног спины. Сейчас наши коллеги в больнице, по словам врачей, жизнь вне опасности. Сам Валентин Горшенин остался не найти. Он рассказал, что рядом с заправкой, по которой пришелся ракетный удар ВСУ, нет никаких военных объектов. Владимир Путин провел оперативное заседание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, главными темами стали ситуация на Украине и потенциальные угрозы Финляндии, Швеции присоединиться к НАТО. Я предлагаю сегодня обменяться оперативной информацией по текущему вопросу. Каждый по своей линии поговорим, оценим ситуацию, обстановку. Уверен, будет о чем поговорить. Мы делаем это вне рамок повестки дня, но сегодня проведем нашу встречу вообще без предварительной повестки. Ну, еще сегодня Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине, в том числе гуманитарную, с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они поговорили по телефону по инициативе Берлина. Президент еще раз подробно разъяснил логику и основные задачи спецоперации по защите Донбасса, рассказал о том, как обеспечивают безопасность мирных жителей, а также об эвакуации людей, которых украинские силовики удерживали на Мариупольском заводе «Азовсталь». Ее на поле провели при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. Владимир Путин также обратил внимание Шольца на то, что украинские неонацисты продолжают грубо нарушать нормы международного права и прибегают к бесчеловечным террористическим методам. Но еще сегодня состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу и Ллойда Остина по инициативе последнего. Главы оборонных ведомств России и США, как сообщается, обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине. Больше подробностей Минобороны России не привело. Но напомним, последний раз их разговор был 18 февраля. Постпред России при ООН Василий Небензя сегодня в очередной раз обратил внимание Совета Безопасности ООН на деятельность биолабораторий США на территории Украины. Подробностей после начала спецоперации. Появляется масса освобождаемых территорий. Заметать следы ни украинцы, ни американцы. Наше Министерство обороны получило шокирующее свидетельство того, что ряд проектов, которые Пентагон реализовал на территории Украины, подвергал риску жизни и здоровья добровольцев украинских граждан. Документация по проекту QIWI-Wallet предусматривает, что о небольших инцидентах с подобными необходимо сообщать в Комитет США по биоэтике в течение 72 часов, а серьезно, включая смерть добровольцев, в течение 24 часов. Что же это было за забор крови, после которого подопытные могли умереть? На прошлом заседании информировали Совет, что на Украине при финансировании и непосредственном кураторстве управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы сформировано 7 первых лабораторий, проводящих различные исследования военно-биологической направленности. По предыдущим данным, она охватывала Киев, Одессу, Львов, Харьков, Днепропетровск, Херсон, Тернополь, Ужгород, Винницу. В этот список теперь добавился Мариуполь. В 2 биолабораториях в этом городе обнаружено доказательства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Ну, эфир нашего канала продолжит программа «Сенат». Здравствуйте, в эфире программа «Сенат», в студии России-24 Юрий Богданов, а в Совете Федерации работает моя коллега Вера Красова. Здравствуйте. Возвращение в селька
Федерации в Ашхабаде. Мы всегда подчеркиваем, что каждое государство имеет право на независимую политику, на принятие решений, исходя из собственных интересов, на основе опыта самостоятельного культурного, политического и экономического развития. Цифровизация строительной отрасли. Готовы ли к этому компании и что сейчас происходит на рынке строительства и недвижимости? Наши разработчики программного обеспечения готовы заместить полностью зарубежные аналоги, но дадут время. 600 тысяч лифтов по всей стране и каждый пятый на замену. Это много или мало? И есть ли деньги на все это? Более 123 тысяч лифтов сегодня подлежат замене. Это те лифты, которые сегодня отработали уже срок эксплуатации 25 лет. Заместить импорт на фарм-рынке. Хватит ли стране потенциала, чтобы обеспечить лекарственную независимость? В нашей стране за последние фармацевтическая промышленность делает гигантский. И что сейчас происходит на рынке лекарств? Достаточно ли российских аналогов импортным препаратам? Действующее вещество у таблеток совершенно одинаковое, но только отечественные стоят в 2 раза дешевле. Колорит национальных традиций, древняя вкусная кухня и невероятно красивая природа. Новинка сезона – внутренние чартеры в республике Северного Кавказа. У нас представлена очень уникальная возможность совершить комбинированный тур республикам Северного Кавказа. Цена доступна 55-57 тысяч. Россия не рассматривает Центральную Азию как арену для геополитического противоборства. Об этом в ходе рабочего визита в Туркменистан заявила Валентина Матвиенко. Выступая на межпарламентском форуме государств Центральной Азии и Российской Федерации в Ашхабаде, председатель Совета Федерации подчеркнула, что наша страна традиционно уважает право государств региона на суверенное развитие. Глава делегации Совета Федерации особо отметила, что Россия всегда исходила из принципа единой и неделимой безопасности на всем пространстве Евразии. Сегодня, к сожалению, мир вновь входит в период турбулентности. Этот процесс стал закономерным результатом обострения межгосударственных противоречий, расшатывания традиционных представлений о международном праве и попыток подменить его сомнительными правилами, которые применяются в интересах одной малой группы государств так называемого коллективного Запада. Россия всегда была против такой политики и с осуждением относилась к введению незаконных и нелегитимных санкций. История показывает, что от ограничительных мер в конечном счете страдают простые люди всех без исключения стран. Тех, против кого введены санкции, тех, кто вводил санкции, а также третьих государств. Это подтверждается и сегодня. И нашу общую задачу в таких условиях вижу в снижении негативных последствий санкций, выстраивании сотрудничества, которое не зависело бы от воли внерегиональных сил. Мы всегда подчеркиваем, что каждое государство имеет право на независимую политику, на принятие решений, исходя из собственных интересов, на основе опыта самостоятельного культурного, политического и экономического развития. И важно, чтобы этот опыт был востребован, вносил вклад в общие усилия по поддержанию мира и стабильности. В связи с этим хочу отметить инициативу Туркменистана, благодаря которой прошлый 2021 год был объявлен Международным годом мира и доверия. Поддержка этого предложения по линии ООН стала свидетельством высокой оценки политики Туркменистана со стороны международного сообщества. Уважение заслуживает и выбор Туркменистана своего особого пути, политики постоянного позитивного нейтралитета, которой вы последовательно следуете вот уже почти 30 лет. Отдельное внимание на мероприятиях форума было уделено женской повестке. Валентина Матвиенко приняла участие в пленарном заседании «Диалога женщин». Обсуждалось, в частности, роль женщин в предпринимательской деятельности, развитии информационных технологий и цифровизации. На форуме активно обсуждалась и актуальная международная повестка. Во время общения с журналистами Валентина Матвиенко прокомментировала события в Латвии. Депутаты Сейма приняли закон, который прекращает действие межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам.
Документ, в частности, снимает юридические ограничения на пути к сносу памятника освободителям Риги. До этого власти закрыли доступ к монументу, а принесенные к 9 мая цветы убрали с помощью бульдозера. Ну как это можно назвать? Ну, кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах в Европе начинает утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, игнорирует мнение этой части населения, делает их изгоями. Ведь то, что они сотворили бульдозерами, грубо убирали цветы, которые люди принесли, чтобы дать памяти погибшим солдатам, отдавшим свою жизнь за их свободу, это ничем невозможно объяснить. И спасибо огромное жителям Риги, которые 10 мая пришли и снова принесли цветы, не испугались, у них нет страха. Понимаете, они не испугались, они пришли и усеяли всю площадь перед памятником погибшим воинам цветами. Вот, мне кажется, уже символом так называемой европейской демократии является бульдозер. Это просто, этому нет оправдания. На полях форума у Валентина Матвиенко состоялся ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Республики Туркменистан Сердаром Бердымухамедовым и председателем Верхней палаты Национального совета Туркменистана Бердымухамедова. Цифровизация в строительной отрасли – новый закон, направленный на ускорение реализации приоритетных инфраструктурных проектов и ипотечные кредиты для многодетных семей. Эти вопросы сейчас в центре внимания сенаторов. О том, какой объем работы необходимо провести по этим направлениям и, самое главное, какие проблемы это поможет решить, узнаем у председателя Комитета Совета Федерации по оперативному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, делам Севера Андрея Шевченко. Андрей Андреевич, здравствуйте. Сейчас цифровизация действительно проникает во все отрасли, строительная сфера не стала исключением. А насколько готовы к этому компании и что сейчас происходит на рынке строительства и недвижимости? Что сегодня цифровизация она необходима, и это не столько модное слово, сколько сегодня необходимость, которая для того, чтобы развивалась экономика в целом, и в частности строительная отрасль, как один из драйверов, один из локомотивов целой экономики. Без цифровизации здесь уже не обойтись. Для ускорения всех процессов по оформлению документов, по получению разрешения необходимо сегодня провести модернизацию отрасли. Сегодня все те продукты, которые мы говорим сегодня, идут в бумажном виде, перевести полностью, конечно, на все это обеспечение. Сегодня такие есть уже запущенные в 2018 году единая информационная система жилищного строительства. Она работает сегодня, работает очень успешно. Еще один проект, мы говорим, что сегодня есть проект «Цифровая экономика», который в том числе сегодня готовят и для отрасли строительной. Но если отдельно говорить здесь, это так называемый ТИМ, технология информационного моделирования. То, что с 1 января стало обязательным для работы компаний строительной отрасли, те, которые сегодня используют бюджетные средства. Это очень современно, очень своевременно, это сокращение сроков до 30%. Это только то, что внедрили уже сегодня. Но, к сожалению, конечно, мы констатируем, что сегодня есть для внедрения вот этих цифровых сервисов, которые сегодня уже очень важны и они доказали свою состоятельность, есть проблемы. Во-первых, это программный материал, программное обеспечение. Провели опрос среди застройщиков, те, которые пользуются сегодня этими сервисами, 71% это зарубежные программы. Только 19% сегодня на рынке это наши отечественные продукты, которые мы должны прийти вообще-то до 100%. Поэтому это проблема, хотя проблема решается, потому что сегодня наши разработчики программного обеспечения готовы заместить полностью зарубежные аналоги, но должно пройти время. И второй момент – это подготовка самих специалистов. К сожалению, сегодня вот специалистов не очень много, и цифровая экономика, национальный проект до 2024 года необходимо подготовить еще 300 тысяч людей, которые будут заниматься, по сути дела, айтишниками. Поэтому мы уверены, что это направление строительной отрасли развивается, очень быстро будет развиваться, потому что сегодня это стало действительно
промышленных предприятий, это предприятия, которые занимаются выпуском каких-то строительных материалов, потому что сегодня очень-очень важно. При обсуждении было очень много вопросов, как же так, это же Байкальская агломерация, это там, что сегодня озеро Байкал, это заповедная территория и так далее. Мы сразу все хотели успокоить то, что решение вот по строительству, по развитию этих проектов в этой зоне принимается только правительство Российской Федерации. И обязательным условием это сохранение тех норм и правил, которые существовали и раньше, но более того, еще более жесткие правила к строителям, которые пытаются строить какие-то коммерческие там недвижимость и так далее. Нет, этого нет. И поэтому эти проекты, самое главное, это ускорение. Во-первых, прохождение самих документов на эти проекты. Потому что сегодня мы понимаем, в условиях таких санкционных экономика нуждается вот в более быстром принятии решений. И, конечно, прежде всего они называются приоритетные инфраструктурные проекты. И поэтому этот закон направлен именно на ускорение этих всех проектов. Анатольевич, вернемся к темам, которые были затронуты еще в декабре на встрече председателя Совета Федерации со статс-секретарями. Это важно для строительной отрасли многодетных семей с ипотечными кредитами вопросов. Они тогда обсуждались, и сейчас тема продолжает обсуждаться. Сейчас продолжает ли ваш комитет взаимодействия по этим вопросам с правительством? И появились ли какие-то законодательные решения для тех вопросов, которые вот вы сейчас озвучили? Действительно, на встрече Ивана Матвиенко со секретарями нами был озвучен вопрос о том, что сегодня есть пробел в законодательстве, и при получении 450 тысяч на возмещение затрат на жилье, ипотечные семьи, там был такой маленький такой пробел у нас, но тем не менее, если оформлялась недвижимость не только на одного из супругов или совместно, но еще и на детей, возникали вопросы с получением этой субсидии. Потому что не было прописано в правилах, буквально несколько слов не было добавлено. И мы к нам обращались, писали, выходили отдельно на Дом РФ, на оператора этой программы, и в ручном режиме каждый раз решали эту проблему. Во-первых, это очень сложно. Во-вторых, это затянуто во времени. Во-вторых, самое главное, люди не понимают, как же так. Мы многодетная семья, да? Мы участвуем в программе, мы уже подали документы, и нам говорят нет, потому что вот по такому-то критерию вы не подаете. Поэтому нами была подготовлена законодательная инициатива по согласованию сегодня уже с Минфином, Минстрой нас поддержали, у нас есть положительное заключение, и законопроект сегодня уже готов к внесению. Мы подготовили, направили правительство. Этот документ, мы надеемся, в весеннюю сессию он будет рассмотрен, потому что это обязательно необходимо сделать для того, чтобы программа работала на все 100%. Она очень востребована. И второй момент, это что касается налогообложения, есть фонд развития территорий, полномочиями переданы в том числе и фонда поддержки дольщиков, обманутых дольщиков. И вот при перечислении денег из федерального фонда они облагались налогом на прибыль при поступлении денег на региональные фонды. Мы посчитали, примерно это около 16 миллиардов рублей. А на всякий случай сегодня хочу напомнить, что в списке проблемных домов еще сегодня стоит более 2000 домов. И эти деньги, конечно, могли пойти на улучшение и на компенсацию жителей, которые вот являются обманутыми дольщиками. Мы когда переговорили с оператором и обсудили, нас поддержали сегодня коллеги из министерств. Мы сейчас готовим такую инициативу для того, чтобы прохождение этих денег вот здесь налога не было. Анатольевич, благодарю вас за то, что вы ответили на наши вопросы. Спасибо. Сейчас небольшая реклама, а после мы вернемся. Не переключайтесь.
Алло. Алло, Женя. Да. Привет. О, привет, да. Как дела у тебя? Да ничего, работаем тихонько, живем. Работаешь, ой, молодец. Нормально, более-менее. Нормально. Устаешь, нет? Ну, так, ну, да, нормально. Нормально, но... Тебя таскаешь тяжелое, нет? Ну, вообще, да, ну, когда как, да нет, нормально, как бы. Ну, на себе, естественно, на ком счет. Ну, это вот к нам почту приносят тоже молодые люди. Да, ну да. Ага, думаю, вот почтальонами, видимо, все-таки часто я вижу. Да. Ну, в меру тяжело, в меру все. В меру. Ага, ну ладно, ты парень здоровый. Ну да. Еда у тебя есть еще? Да, это еще есть. Ну, я как-нибудь тебя позову, мне 31-го на операцию на глаза. Ой. Ага. Да. Плохо вижу, Женя. Ой, ладно. Ну, тренируешь, Женя, тренируйся уж как-нибудь там, да. Ну, это на операцию уж без операции не обойтись. Понятно. Вот. Понятно. И что думаешь там? Ну, это... Ну, давай как бы, что, не пуха тогда, не дела. Ага. Я тебя как-нибудь позову. Ну, продукт я тебя приготовила, я как-нибудь позову тебя, ладно? Ага, ну ладно, смотри. Ага. Ты зарплату получил еще, нет? Ну, немного есть, да. Ага, хорошо. Да. Это самое, у тебя ведь это как бы государственное предприятие, ведь почта, да, ведь? Ну да, считается так, да. Это хорошо. Не частники, а государственные. Ну, да, свое. Ты оформился, да? Ну, да. Оформиться надо. Ну, вроде как. Ты о чем, в смысле, что ты имеешь в виду? Угу. Ну ладно, я хотела узнать, как ты поживаешь. Оформил, да. Ну, ага, хорошо. Я очень рада, ты работаешь. Ну ладно, все. Глаз, можно сказать, почти не видит. Ну, у меня это уже не возрастное. Ой, ладно. Мне ведь 82 года нынче будет. Это же очень много. Это возрастное, Женя. Ясно. Ну, как уж можно. Всякое. Ну, операцию делают, так полегче маленько будет. Лучше. Ладно, тренируйся там, моргай, смотри, там, как это. Да. Как дела делаешь. Ага. Ладно. Вот. Ты готовишь, кушаешь? Ну, так, периодически. Готовь, кушай. Да, ставлю. Голодным не ходи. Ну да, ем. Ага. Понятно. Ага, я хотела узнать, как ты поживаешь. Я очень рада, что работаешь. Понятно. Зайти, может, давай за тебя просто. Ага. Я тебя позову, чтоб надо ведь тебя приготовить, что-то накормить. Да ладно, что чай, как бы. Ты во сколько работу заканчиваешь? Ну, когда как? Часа 3-4 где-то так. 3-4, да? Ага. Ладно, как-нибудь после работы ко мне зайдешь. Ну, ладно. Ага. Я позвоню тебе заранее, ладно? Ладно, уж не хворать, давай, нормально. Ага. Ну, ладно. Ну, ладно, ага. Дай Бог тебе здоровья, работай давай. Ладно, Пока. давай, не болей, давай. Ага. Пока-пока. Давай, ага, давай. Тренируйся, да. Отдыхай, спи. Эх,
нашей программе. 600 тысяч лифтов по всей стране, и каждый пятый на замену. Это много или мало, и есть ли деньги на все это? Более 123 тысяч лифтов сегодня подлежат замене. Это те лифты, которые сегодня отработали уже свой срок эксплуатации 25 лет. Заместить импорт на фарм-рынке. Хватит ли стране потенциала, чтобы обеспечить лекарственную В нашей стране за последние 15-20 лет фармацевтическая промышленность делала гигантские. Колорит национальных традиций, древние города, вкусная кухня, невероятно красивая природа. Новинка сезона – внутренние чартеры в Республике Северного Кавказа. У нас представлена очень уникальная возможность совершить комбинированный тур по республикам Северного Кавказа. Цена доступна 55-57 тысяч. Вернемся к теме. Только сейчас поговорим об индивидуальном жилье. Этот вопрос был актуален для россиян всегда, а сейчас интерес к этой теме еще выше на фоне разговоров о том, что банки в скором времени могут начать выдавать ипотечные кредиты для индивидуального жилищного строительства. Так ли это, какие здесь могут быть подводные камни, обсудим с сенатором Владимиром Городецким. Владимир Филиппович, почему к индивидуальному жилищному строительству сейчас такой интерес? It's been over 10 years since Yamaha introduced the CFX series to the entire world. No, that would be a good video. An SK6 or a GX6 even. And then... And they also had, went to German manufactured strings, which they used to not have. And the cores are different. The core is shaped different. It's not a rounded core, it's a diamond shaped core. So when they wrap them, they come out, they're different. Yeah. And a few other things they put on there is they kept the V-Pro plate, they kept that thing the same way, but they have a different way of tapering the soundboard. They use the same type of method where it gets a little thinner at the end, where it actually goes into the frame of the piano. The plate is the same. They kept the same Ivorite key tops, and I believe for the CX they invented the wood composite process for the black keys, to where they actually feel like they're made out of wood, even though it's a wood composite. And they do feel they're not as slippery as that. I like them. They're a little grippier. Well, let's take a listen to the C6X. We'll hear the beautiful tone qualities you're talking about, and then we'll come back and talk a little bit more about the conservatory series. Sounds great. Минимум, то есть в любом случае будет какой-то там цена.
today's talk, Thursday, 12th of May. Now, we're going to be giving information from the Office for National Statistics today. And although the Office for National Statistics don't say this, governments are not saying this, there is great evidence for the efficacy of natural immunity. So if people get the infection with a virus, same as any other virus, this is no great different virus, the body recognises the abnormal antigen, it produces antibodies, it sensitises the B and the T and the natural killer cells to be able to recognise the infection and deal with it effectively. Why should COVID be any different from any other infection? Why aren't governments mentioning this? But I'm going to give evidence from the Office for National Statistics that I believe greatly supports the contention that natural immunity is now kicking in effectively in a big way, at least in the United Kingdom, and I've no reason to suspect the biology of the virus won't be the same all around the world. And we've certainly seen from the Africa situation where I've had reports that natural immunity is the main factor. At least our clinical people in Uganda have reported that. And the other thing I want to report on from the Office for National Statistics is increased deaths in disabled people. That data is now there. Disabled women are 1.6 times more likely to die, at least through the course of the pandemic, than their non-disabled women counterparts, and disabled men at 1.4 times more likely to die than their non-disabled men counterparts. This is the Office for National Statistics screen. So we see cases, infections are going down. Now, I said cases here, these are actually infections because they're detected by surveys. So that's good information. The hospital admissions are decreasing. Intensive care admissions remain low. And you see the way they plummeted down once the Omicron started taking over. Deaths have increased slightly. Actually, they're more or less level. The good thing is that this data is not quite 2 weeks out of date, it's always behind, whereas deaths now are definitely trending down as we come out of this Omicron wave in the UK. 9 out of 10 adults have antibodies. In fact, it's more than that, it's about 90, well, as we've seen there, 98.8%. And 1 in 36 people reporting long COVID symptoms, 2.8% of the population. And this does, of course, remain a concern. But let's go on to the main topic we wanted to look at today, the effects of natural immunity, as per the Office for National Statistics data. Now, percentage of people testing positive, first of all, as the sun's come out, which of course is nice. The percentage of people testing positive, so this is the prevalence. Week ending the 30th of April, so always a little bit out of date. But week ending the 30th of April, 2.91% in England, that's 1 in 35 people, so that's less prevalent than it was. Wales, pretty high in Wales still, 4.33% of the population, 1 in 25 people. Northern Ireland, 1 in 40 people, and Scotland, 1 in 30 people. So in all the countries we can see that the prevalence is going down, and we can be confident in predicting, I believe, that it will carry on going down as we go into the better weather over summer. Things are looking really quite promising in the UK, and indeed in other parts of the world things are looking better. Slight hesitation with South Africa because they're heading into their winter, of course, but no evidence of a major resurgence in South Africa yet, which is good. We don't want any major resurgences, but of course in South Africa there will be a lot of immunity around now anyway. Now let me just show you this Office for National Statistics idea, which of course is excellent as far as it goes. So you can go on to infections there, and the bit I want to look at here, that's the bit we've just looked at. There's this good bit here, in infections by characteristics. Now it's a bit hard to read on there, so I'm going to pre-say it because it's all kind of you ain't not going nowhere sort of negatives and double negatives. So we see the sun's come on my paper there, which is great. Right, evidence of natural immune protection. They don't say this, but I'm going to argue from the data that they give that this is really quite a big positive influence now in the UK. And we have seen, of course, that it was such a positive influence in the Africa reports that we had. Now,
this is what the ONS says. People were more likely to test positive if they had not previously been infected with COVID-19. So it took me a while to work out what they were saying here, because it's kind of double negatives. But what this means is people previously infected were protected against infection. So people were more likely to test positive if they'd not been previously infected. So people previously infected were protected against infection. They were less likely to test positive. So here we see clearly, really clearly, that that previous infection is supplying protection against future infection. That gets a big red tick. I'm very pleased with that, because it's exactly what we've been contending for a long time now. But of course, it's not whether I'm pleased with it or not, it's a case of whether it's true or not. But this data does actually support that contention remarkably strongly. People were more likely to test positive if they travelled abroad in the last 20 years. Now, it's not that places abroad are full of infection. I think the reason here is that air travel increases the risk of infection. So even though a lot of airlines now are still wearing masks, if you're stuck together in airline conditions, and like me, if you have the occasion to travel, I'm sure you travel economy class, the vast majority of you, and you're not far away from an awful lot of people. That is for sure. Even though the filtering on the airlines is good now, there's an awful lot of people around, and the infection in the airlines is pretty inevitable. And even in pre-COVID times, I nearly always get a chest infection after a flight, just because there's so many bugs around, and some of them you won't be used to. So it's not that there's this milieu of horrible foreign people that are infected, that infect us when we travel. It's just that we get infected in the airline. If you put a load of people from our country or any single country in a closed container like that for a few hours, the effect would be the same, I have no doubt. People are more likely to test positive if they were reported of being white ethnicity, is what they say. In other words, non-white ethnicity had less infection. Non-white ethnicity protects against infection. Now, of course, we're not saying that non-white ethnicity protects against infection, but what we are saying is that a lot of ethnic minorities have previously been infected. So I think it goes with this one. Previously infected people were protected against infection, less likely to test positive. So because of the high infection rates earlier on in these groupings, I believe that they're now more protected. Now this one was really hard to decode. People were more likely to test positive if they had not had contact with hospitals. In other words, contact with hospitals protects against infection. Now where were most of the infections? Initially, huge amounts in hospital. So people who've had contact with hospitals very often have had previous infections. Hospital workers, for example, therefore have more immunity. So contact with hospitals protects against infection. So now the more contact you have with hospital, as of the end of April, the less infection that you're likely to get. So working in a hospital now actually protects against infection. And the only reason I can see this is working is because immunity is built up from previous infection. People were less likely to test positive if they, this is the next one, if they lived in less deprived areas. In other words, living in deprived areas protects against infection. So people living in deprived areas, socio-economically deprived areas, had less infection, again because they had more before. And again, I can't really think of any other reason why living in a more economically deprived area should be currently protecting us against infection, if it's not because of the accumulation of natural immunity generated by previous exposure to infection. To me, this is just multiple collaborations of the same thing. And it's not me making it up, this is all here from the Office for National Statistics. Do check it out for yourself, it's all there. Had not been living with a child under 16 years of age, in other words, living with an under 16-year-old decreases the risk of infection. So under 16-year-olds are protecting us against infection. Again, why? Because people that live with under 16-year-olds have been living with them for a period of time, because they're their children, and they have brought infection into the house previously, generating previous natural immunity. Again, all completely consistent with this idea. Natural immunity is now greatly protecting against infection.
governments are so reluctant to say this, I think it's because they don't want to give any information that appears to distract from the necessity of vaccination, which they are still strongly advocating. To me, the times have changed, and natural immunity is now more important. Yes, there was a time when vaccines were essential. Now there's a time where I feel we should be getting the maximum benefit from natural immunity, because I believe that's what the data is showing. So the government seems to be saying, we're going to keep really stuck. We're going to say nothing about natural immunity because we don't want to distract people from getting vaccines. We want people to get vaccinated because you are so stupid you can't tell the difference. This is what seems to be the pattern. Government communication seems to be playing to the least cognizant common denominator all the time, whereas thank you very much, I'd like to make my own decisions based on clearly given data. So I appeal again to the government for clear data on the benefits of natural immunity, because I'm not currently seeing that, because I think we should make our own choices. And if you're watching this channel now, it's because you want to be informed and you want to make your own dictated to by government, because this is nuanced. It's not that straightforward. So I think that's why they are not talking about natural immunity, and yet because they're giving the data, they have to give the data that's actually there. Once we read between the lines of the data, the argument becomes convincing. Not living with an under 16-year-old increases the risk of infection at the moment, because again, we have less natural immunity. So that's my understanding of that data. Now, deaths week ending the 29th of April 2022. 1,247 deaths involving COVID-19 registered in the UK. This is an increase from 1,247 deaths in the previous week ending the 22nd of April 2022. Now, if you've noticed, like me, that number there is exactly the same as that number there, that is because I'm quoting directly from the ONS site. So again, you can go on to deaths, and you can read that. Now, whether this is, I'm not quite sure where it is, it's there somewhere. Yeah, there it is. There are 1,247 deaths involving COVID-19. This is an increase from the 1,247 deaths in the previous one. So I assume this is just it's either misprint from the Office of National Statistics, which I must say I haven't really noticed before. So I assume that the deaths are just exactly the same, and they've just written that sentence back to say they're actually the same now. They are starting to go down on the latest data, because of course now it's nearly 2 weeks later. So direct quote from the ONS. I think what this basically means is this time period deaths have leveled off. Now they are starting to go down. And the ONS deaths, of course, are common as mentioned, death. Typically the main cause of death. Right. Now the sad news about disabled people here. Now here we see the publication I mentioned earlier about the risk of death by disability status, published by the Office for National Statistics. So this is a good review of the whole pandemic. The risk was greater for more disabled people than less disabled people, of course, as we know. But between January 2020, right at the start of the pandemic, and the 9th of March 2022, the risk of death in the disabled, so disabled women, it was 1.6 times higher than non-disabled than for the equivalent to able-bodied disabled women. So more disabled women, so more severe disability, the risk of dying was times 1.6, so quite a big increased chance of that. But men, it was times 1.4 higher for more disabled men than for non-disabled men. And less disabled men and less disabled women, the chances were 1.3 times dying. So the greater the level of disability, unfortunately, the greater risk of death is what that data is showing. 1.6 times for women and 1.4 times for men. The risk for the disabled was largely unchanged across each wave of the pandemic. Now, this is
interesting. This is interesting because memory of the ONS data is 67% more likely to die from Delta compared to Omicron, and yet for the disabled the risk was the same throughout the different waves. You would have expected the risk of death to be much higher in the Delta wave, but it's not what the data is showing. So, interesting to start thinking about that. This is some factor other than the pathogenicity of the virus. So, plenty of food for thought there for researchers, I am sure. A portion of death certificates where death was due to COVID-19 that had a pre-existing health condition. So these are the conditions that predispose to dying if a common infection is symptomatic occur. So January to March data, so 3 months of data. Now this has changed. Ill-defined health conditions, 23.2% of people that died had an ill-defined health condition. Now this can include presumably other things and health conditions that aren't precisely diagnosed. Unfortunately, I can't tell you more than that because the ONS don't actually tell us more than that. But that's how to describe this. Now that's the first time diabetes has been displaced since October to December 2020. So have things changed? Did things remain the same basically through the end of 20? Stay the same all through 2021 and then change all of a sudden at the beginning of 2022? No, I don't think so. This is the way that the data is being collected, or perhaps the way the data is being interpreted that's caused this change. So ill-defined health conditions, the biggest risk. Dementia and Alzheimer's, the next biggest risk. Chronic lower respiratory infections, the next biggest risk, and diabetes is slightly below that now. So people more likely to die if they became infected with ill-defined health conditions. Then Alzheimer's disease, 18.2% of deaths had dementia or Alzheimer's disease. Now this says dementia and Alzheimer's disease. It's a bit sloppy. Alzheimer's disease is actually a type of dementia. So there are various types of dementia. So dementia, for example, could be Lewy bodies dementia, it could be atherosclerotic dementia, it could be a frontotemporal dementia. Alzheimer's is just a form of dementia. Anyway, those do account for 18.2%. Chronic lower respiratory diseases, as you would expect, what we normally call COPD. Chronic obstructive pulmonary disease. This includes bronchitis, emphysema, and chronic asthma. Then diabetes, then diseases of the urinary system, ischemic heart disease also increasing risk, high blood pressure increasing the risk, heart failure and poorly defined heart conditions increasing the risk, cardiac arrhythmias. Now this says arrhythmias, a lot of people say arrhythmias, really dysrhythmias is a better term. An arrhythmia technically is without a rhythm, or arrhythmic, you have no rhythm, but people often tend to say arrhythmias when they mean dysrhythmias. It's just a terminology thing. But the reason I mention it is I'm trying to teach the right thing for about 30 years and still couldn't get people away from saying arrhythmias rather than dysrhythmias. Anyway, I digress. A portion of COVID-19 deaths with no previous conditions, 13.9%, from October through to December 2020. This is about 16.9%. In other words, in that time period, nearly 70% of people that died had no particular underlying health condition. That is now down to 13.9%. Now, quite an amusing aside, if you look at my Wikipedia page, apparently I'm guilty of disinformation at this point, even though I've been quoting these Office for National Statistics data for a couple of years now. Apparently I'm guilty of disinformation. I'll let you decide if that's disinformation or not. Of course, it is a direct quote from references that I always give. In fact, it's there, pre-existing health conditions is there, and we see that figure there. No pre-existing health conditions, as we see, it is actually 13.9%. So I'll let you judge how accurate my Wikipedia page is.
it's actually quite a serious point. You get people writing these Wikipedia pages. I don't know who it is. I don't know of any redress that I have, but they can say what they want about you. So, but hey, if you stick your head above the parapet, people will shoot at you. But it is a pity that disinformation is given out under the guise of debunking misinformation. Because that's what happened. That's what it is in this case. People have given out things that are wrong, disinformation about my information, claiming what I believe is correct information is disinformation. So, and then people wonder why we've got a credibility problem. Anyway, they're the main points I wanted to get across today. The main one is that the Office for National Statistics Data is, I believe, strongly supporting the evidence for natural immunity. Why our government's not talking about this is the issue. Now, I think just to finish, we'll do a report from quick report from Uganda now. This is our community health project that we sponsor, and many of you sponsor in Uganda. The work here is paid for by your donations primarily and partly supported by this channel, and WFAF has recruited an assistant. So let's see that now. Fellow clinical officer, and she is going to talk to you. And from today onwards, I'll be moving with her in different places, and she will be handling mostly issues that are related with women. So let's hear from her. Happy International Women's Day. Called Makia Tebi, clinical officer. Yes, I work with Andrew sometimes on empowering women in the communities and many other people in the community. We are here today to talk to our fellow women on breast cancer and the cancer of the cervix that is affecting most of the women in the society. Yeah, so you're most welcome, Teddy. And now we are going to begin the teaching. I just love this bit. The guy goes in a tree and starts yelling to tell everyone to come to the lessons. So just imagine that in this country. There's someone going around with a bell in the streets of town crying, "John Campbell's giving a talk in the school hall, come and listen to it." Anyway, sorry, I disrupt your viewing interest and pleasure. There we go. So I just really like the way that FAF always gives out educational materials. Culturally sensitive, of course, good to take a woman when you're teaching about these issues, particularly their reproductive health, sexually transmitted diseases, cancer of the cervix, and breast health, of course. Well, remarkably important topics, and often in Africa, it has to be said, or at certain parts of Africa. So good to see that our project is remedying that. I think that's us for today. Thank you for watching. Welcome to today's talk, Friday the 13th of May. We've got some good news for the United States, the United Kingdom, Europe today. And the news in
China and North Korea is actually pretty bad. Now, the good news is that the BA2 Omicron variant, which of course is taking over from the BA1 Omicron variant, which of course took over from the Delta variant, they're becoming progressively less severe. They're producing less severe symptoms. So we've got world-breaking data today from the Zoe symptom tracker study, which is showing that the BA2 symptoms are less severe than the BA1 symptoms, both Omicron of course. The BA2 more transmissible but less severe. So this is a very encouraging trajectory that evolution is on, or the creator of the evolutionary process is on. It's working out really well, whichever way you look at it, in that the virus is becoming more transmissible, generating more immunity, but generating less severe disease as we go along. Now let's just start off with some information here from the symptom tracker study. Now we see that the cases have gone down quite dramatically. На Минобороны. Авиация ВКС России поразила 3 командных пункта вооруженных сил Украины, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. Hello everyone, I'm Layla Harak. Thank you very much for your company. We open our coverage with the opening of the first trial of a Russian soldier accused of war crimes during Russia's unprovoked war in Ukraine. A 21-year-old stands accused of killing a 62-year-old unarmed man during the first week of the war. 2 other cases are expected to be heard in the coming days. A media scrum at Ukraine's first trial of a Russian soldier on war crimes charges. The 21-year-old is accused of killing a 62-year-old man, shooting him dead to stop him from reporting the Russian soldier's presence to the Ukrainian military. On February 28th, in a village northwest of Kharkiv, the accused shot an unarmed and unthreatening civilian in the head with an assault rifle. The trial marks the beginning of a Ukrainian judicial probe of alleged Russian atrocities on its territory. The Attorney General says prosecutors are examining more than 10,000 alleged war crimes committed by Russian forces against Ukraine's civilians. Meanwhile, German Chancellor Olaf Scholz spoke with Russian President Vladimir Putin, their first direct communication in weeks. And Russia's foreign minister had harsh words about Ukraine's ambitions to join the European Union. The EU has evolved from a constructive economic union into an aggressive militant actor, with ambitions far beyond the European continent. Ukrainian President Volodymyr Zelensky also declared himself ready for direct talks with Russian President Vladimir Putin, but stressed that Ukrainians would not look kindly on it as things stand. DW's Amina Asif is in Lviv and told me about the significance of this first war crimes trial since the start of the unprovoked war in Ukraine. It's a drop in the bucket, Layla, in terms of the number of crimes, the number of alleged crimes that have been committed by Russian troops in Ukraine, in which Ukraine hopes to bring before a court. But it's the first drop, so this is very significant symbolically for Ukraine to show that it's upholding some kind of standard of international law. There have also been accusations that Ukrainian troops have committed war crimes, and Ukraine is allowed to investigate those as well. So what Ukraine is doing here is showing that despite the fact that its country has been forced into a state of war by an invasion which it considers illegal and against international law, it is going to continue to pursue legal efforts to bring those who invaded accountable for their actions, especially when it's considered a war crime and there's evidence that it happened, Layla. And I mean, we understand that fighting is still ongoing at the steel plant in Mariupol. What more can you tell us about the latest there? The Ukrainian military confirmed that Russian troops continued to bombard the steel plant throughout last night and into the early morning with artillery, so that's ground fire, and also from aircraft. This is probably drones, which the Azovstal fighters have
the fighters who are defending the Azovstal plant said was one of the serious problems for them because they have no way of defending against drones. Now, what Russia has also done is blocked off the exits and are in. It seems that they're hoping to starve the troops out so that the Azov battalion eventually surrenders to Russian troops, which would be a win for Russia. And so far, any kind of prisoner swap has been denied by Russia because they said that first those Azovstal defenders would have to surrender to Russian troops before they would consider any kind of prisoner swap. And Amyan, in conclusion, what can you tell us about the situation in the Donbass region? Well, the fighting continues there, and for every Ukrainian win, there seems to be a Russian win as well. But this destruction of the bridge has been celebrated in the area of Sberbank because that city is the last large city in Donbass to be held by Ukrainian troops. It's almost completely surrounded, but if Russian troops had managed to cross the river, this would have been a disaster for Ukrainian troops, and it shows tactical superiority to Ukrainians of their own military over Russians that they were able to stop this. And what also happened in that situation is that they allowed Russians to cross over this pontoon bridge and then destroyed the bridge so that the Russians were stalled on the Ukrainian side of the river, at which point they hit them with artillery and also air power. So this is being celebrated as a major win for Ukraine. But what you also don't hear in Ukraine is the many wins that are coming out of the Russian side, with village after village falling to Russian troops, and where they're shoring up the dominance in that region that they had mostly since 2014. DW's Amyan Asif reporting from Lviv, Ukraine. Thank you very much for your continued coverage. At a meeting of G7 foreign ministers in Germany, Ukraine accused Russia of preferring wars to talks. Attending the summit as a guest, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba called on the gathered representatives of some of the world's largest industrialized economies to step up arms supplies to his country and put more pressure on Russia. Well, this as EU Foreign Affairs Chief Joseph Borrell used the meeting to announce another €500 million in military aid to Ukraine. G7 countries have promised to support Ukraine until victory. And DW's chief international editor, Richard Walker, is at the G7 meeting in Weissenhaus in northern Germany and sent us this assessment. Unity is very much the buzzword here at the G7 foreign ministers meeting in a blustery northern Germany, with minister after minister coming out and extolling the united response from the G7 countries to Russia's invasion and also their unity in their support for Ukraine, whether financial support or military support during the course of this war. And Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba here as a guest, and clearly very satisfied with how far Western countries have come in their debate about how much support to provide Ukraine with, to the extent that when the EU Foreign Policy Chief announced another €500 million military aid for Ukraine for heavy weapons like tanks and heavy artillery, that it almost seemed like par for the course. But this unity among the West will be tested in the days and weeks to come, particularly in the European Union. First test is coming up at the beginning of the week in Brussels, where the European Union is trying to get Hungary on side for a ban on the imports of Russian oil into the European Union. Dmytro Kuleba saying that it was ridiculous that Russia was still able to sell so much energy to Europe. And then the second test, a slightly longer term question, is Ukraine's desire to join the European Union. It wants the EU to grant it as soon as possible official candidate status as a country that is on the path to membership of the European Union. It's not yet clear how much support there is among EU countries for that. There have been questions, for instance, about whether France was wavering on such an idea. Well, Kuleba was here saying that he has received assurances from France that it is not trying to block such a move. So this will be a question in the weeks ahead. Will the EU come around and say by a big meeting coming up in June that yes, it wants Ukraine to be an official candidate country? Richard Walker there reporting. I want to tell you now about the other stories in the headlines right now. Sweden's foreign minister says her country's accession to NATO would prevent conflicts in Northern Europe. Ann Linde was presenting a parliamentary report on security as Sweden considers applying to join the alliance in the face of Russia's invasion of Ukraine.
A Russian energy supplier has said it will stop exporting electricity to Finland beginning Saturday, as it has not been paid. The Nordic country's grid company said the move will not affect supplies, as power from Russia accounts for just 10% of its total consumption. And 3 passengers have overpowered an attacker who wounded 5 people with a knife on a regional train in western Germany. The incident took place in the town of Herzogenrath, near the border with the Netherlands. Police say the 31-year-old Iraq-born suspect had been reportedly investigated for possible links with Islamist extremists, but the motive for the attack was not yet established. Elon Musk says he has put his $44 billion deal to buy Twitter temporarily on hold. He tweeted to say he's waiting for data about spam or fake users. The news sent shares in the social media platform plunging. Walking away from the deal now would cost him $1 billion in contract penalties. In another tweet, however, Musk insisted he's still committed to buying the platform. The United Arab Emirates has announced the death of its president, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, at the age of 73. Khalifa had ruled the country since 2004, but his role was largely ceremonial after he suffered a stroke 10 years later. The government has declared a 40-day mourning period, as is customary in Islam. Thousands of mourners have paid their final respects at a funeral procession for prominent Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in Jerusalem. The EU says it is appalled by what happened. Before the service began, Israeli security forces charged into the crowd carrying her coffin. The EU says it is appalled by what it calls unnecessary force used by Israeli police. The veteran Al Jazeera reporter was killed during an Israeli army raid on the Jenin refugee camp in the occupied West Bank on Wednesday. Israeli and Palestinian authorities dispute who killed her. Journalist eyewitnesses and broadcaster Al Jazeera say Shireen was fatally shot by Israeli forces. Israel says it's not yet possible to determine what happened. I spoke to Jerusalem correspondent Tanya Kramer and asked her about the outpouring of grief. Well, we saw a very moving funeral procession here in the old city, where there was first a church service, and then she was taken just around here outside the old city walls, and then behind me to the cemetery, a very small cemetery here. And it was a huge turnout of people paying their last respects, and the hundreds, if not thousands, coming to pay their respects to Shireen Abu Akleh. And I think that just shows you how well respected she was, how well loved also in the community, and how well known she was, not just locally. She was somehow the face for Al Jazeera Arabic in the region, reporting for over 20 years on this conflict, on the impact of the conflict on Palestinians here, mainly in the occupied West Bank, but also, of course, in Jerusalem, where she was from. So it just shows you that there were a lot of people paying her respects to her. On Thursday, there was an official memorial service also in Ramallah, in the presidential office there with President Mahmoud Abbas, and people from the occupied West Bank could pay their respects then there. Right, Tanya, can you please speak about the troubling images of Israeli police charging today, just moments ago, Shireen's funeral procession, and her pallbearers carrying her coffin, then losing control of the casket? Well, it was very disturbing. We were actually there in front of the hospital waiting for the coffin to be taken out and then being brought to the old city for the church service. There was a lot of tension already, a lot of police presence there when they suddenly charged in, and that's when, you know, these scenes happened, that the pallbearers almost dropped the coffin, and she was then taken from there by car later to the old city. Tanya Kramer there reporting in Jerusalem. You're watching DW News. Up next in DW News Asia, why the U.S. Special Envoy for Afghan women believes the Taliban are waging a war against Afghanistan's women and girls. That story and a whole lot more coming up in just
just a moment in DW News Asia with Mike Banerjee. I'm Layla Harak in Berlin on behalf of all of us here. Thank you very much for spending this part of your day with us. I'll see you at the top of the hour. Ну, добрый, братан, добрый. If you ever have to cover up a murder, the best way is to make it look like an accident. Rhetoric to read. You've never read a book like this one. Journalist. 100 German must-reads. Our interest. Понимаешь, это не то, что ты вот эгоист, понимаешь, пойми правильно. То есть ты не сможешь все равно в волю другого человека залезть, то есть и управлять другими людьми, как самим собой, понимаешь, другими телами. Наверное, есть какой-то там эмпатия, закон рыбы, что одна рыба так, другая эдак. Не знаю, это не суть разговора. Но как бы в сути это ничего не меняет. То есть ты можешь сделать, можешь заставить силы, можешь манипулятивным каким-то путем. То есть это все негативы, негативы, негативы. Понимаешь? Да, то есть положительного, или как и морковку какую-нибудь, это как ослу. Ну, да, то есть, в принципе, тоже такая манипуляция, скажем так. Ну, насчет этого я тебе не могу сказать. Это другая. Я имею в виду, что... Ну, это... Нет, если ты про мужчин и женщин, там все взаимовыгодно. То есть взаимовыгодно, взаимодополняемо, как бы, да, в принципе, так, если все на своих местах, то там, ну, а что, не так, ну, да. И, я имею в виду то, что всякие вот талибан, ну, там, да, эти, ну, всякие общественные, как бы, эти штуки, вопросы, да. То есть, типа, как бы ты такой эгоист, типа, да все делайте, что хотите, мне вообще похер. Ну, пойми правильно, как бы это, во-вторых, это не совсем так, все равно так не получится. Понимаешь? Ну да, ну, в принципе, ну не важно это, давай не про это, да. Ну, в принципе, так, короче, ладно, не важно, не понимаю. Ну, так оно и есть, да? Ну, только один момент, да? То есть, получается, как бы эгоист, да нет, не эгоист, просто это единственный адекватный способ. То есть, это, в принципе, мир и так существует, так, все остальное притворство. Понимаешь? И если ты хочешь сделать наилучшее воздействие за мир, взять наибольшую ответственность за себя, за людей, за окружающих, вообще, да, то есть это единственное. Ну, так и, ну, а что, нет, что ли? Ну, делай по-народному. Трать свое время, энергию и жизнь тогда на отношения, на женские, да. А людям это не надо, людям товар нужен, понимаешь? Компьютерная игра это тоже товар. Компьютерная игра это тоже товар. Все знания, умения, навыки, которые продаются на рыночном уровне, да. Так что это... Любая сюси-пуси, вот музыка как тебе нравится, не знаю, самая романтичная, самая хренососная, типа Шопен, самая сопливая, давай что-нибудь еще сопливее Шопен, ну как бы не сопливая, эмоциональная такая, прям вообще вот так вот, да. Да, то есть еще какие знания, еще какие умения, еще какие навыки, и еще это еще и ты благодаря, еще ты знаешь это благодаря тому, что кто-то еще умеет это продавать, понимаешь? Можно, то есть много, короче, тут чего, понимаешь? И умение продавать недостаточно, ну, в принципе, ладно, это долгая история. Ну, может и достаточно, черт его знает. Не об этом даже разговор. Да, то есть, ну ты понимаешь, то есть, все, да, то есть, и ни одному человеку, вот мне не нужно знать, вот кто там макароны эти изготовил, что они там, у никаких отношений, у него все хороший он человек или как бы со себя он думает, или берет ответственность, мне это наплевать, мне это, как бы, я прихожу за макаронами, мне нужны макароны. Качественные, хорошие, вкусные, с определенными качествами, такими. Причем у меня есть выбор из этих макарон, их много, понимаешь? То есть я выбираю либо по цене, либо по качеству, например, да, либо по чему-то среднему, либо по каким-то особым свойствам. Ну, например, мне оранжевые нужны макароны, или там зеленые какие-нибудь. Такое тоже может быть. Ну, когда, ну, да просто так уж, вот и так понятно. Ну, наверное, бывает такое, ну, бывают же цветные всякие макаронные изделия. Я просто ни к чему я не говорю, просто я говорю, что да, что никому не нужны никакие отношения.
Если ты платишь деньги, ты не за отношения их платишь. Ты платишь их за товар, за какую-то либо услугу, либо товар. За что, да. И так все, да, только, а как, если ты платишь, то кто-то и платит тебе тоже. То есть как так мир устроен, прости уж за выражение. Да, и в этом, да. Ну, женщинам я вообще не рекомендую ввязываться. Это все у них как бы святые места как бы. Да. У них и без того, ну, меня не касается, ваше дело. Ваша воля, как говорится. Никакого насилия они сами все. Да, и даже никаких не надо, ничего там этих. Да, да. И не надо никаких, и партнершипы тоже. Чтобы такого не было, почаще беременей, ну, супругу свою имел в виду. Ну, значит, нет. Ну, меня это не касается, мне это не интересно. Я имею в виду, что, ну, хорошо, более лучше, ну, да, да, меня это не касается. Ну, хорошо, чтобы такое было, мне вообще начхать. Ну, он просто, ну, это имеет в виду. Нет, ну а что ты предлагаешь? Если ты на ком-то женился, если у тебя есть жена, ну ты женился, представляешь? То есть супружеский долг делаешь, и она беременеет, да, все. Ну, короче, супружеский долг делаешь, ну вот и все. Да. И нормально. Капелька здоровья, и все нормально, блин. И есть чем заняться на ближайших кое-кому-то. И с виду. Не знаю, что это. Ну ладно, это все. Давай теперь что-нибудь про себя, все. Не, ну в целом просто мне такое голову взяло, думаю. Вот если женщина, как бы, какой я по отношению к ней, ну, женщина, в смысле, моя жена, например, или моя, значит, супруга, так это одно и то же. Или моя, это, а у меня, собственно, у меня таких планов нет, каких-то любовниц содержать или что-то, у меня нету жизни на это. То есть, представляешь, как ну, походил, поухаживал, женился, да, и потом что? Как вот сделать так, как сделать наилучший какой-то вот, так, чтобы человеку, который противоположного пола, чтобы тебе не строить с ней отношения, жить свою на всякую херню, а значит и время, и деньги, и энергию, и все. Ну, это не важно даже. Как сделать так, чтобы все хорошо было? Понимаешь? Себе, да. Ну, не важно, да, ну и время, чтобы вообще без обид, никаких партнерских, как бы, ничего такого, что ты полца, я полца, давай договорятся, там, я буду пиво пить, а ты пока гуляешь с ребенком. Или наоборот. То есть, давай договоримся, ты пока рожаешь детей, а я работаю. Как бы, наоборот, не получится никак уж, да. Меня не касается. Я пока, да, вот, да, реализуюсь, воплощаю свои да, амбиции мужские. Ну, наверное, как бы, да. Ну, да. Не суть это разговора, что ты мозги докучкаешь, блин. Наверное, как вот тебе, как мужчине, как женатому мужчине, как тебе помочь своей супруге прожить свою жизнь, не ущемляя ее, ну, скажем так, ну, будем так говорить, в женских правах, в ее женственности, видите, как угодно. Получится так, что ты ее в мужских правах должен ущемить полностью, но при этом без всякого насилия. А как это сделаешь? Не то, что ущемить, а как бы она сама ущемится, по идее. И это, видишь, это какое-то злое, агрессивное. Ну, хорошо, ладно, пусть так будет, неинтересно. Хорошо, какие лучшие варианты есть? Да? Ну, да нету лучших вариантов, потому что, вот я говорю, да. Видишь, здесь есть очень простое. То есть ты ее умасливал, говорил, уболтал. Женщины, они же ушами лупят. Меня это не касается. Это тоже меня не касается. Да. Ну, разделяй погоны мужа своего. Сколько? Да какая нахер разница? Да, это никто не хочет, да, супружеский долг, раз ребенок появился, и все. А не надо ничего делать, на самом деле. Ребенок автономный. Ты же тоже ребенок. Был когда-то ребенком, да? Ребенки это какие-то дети.
Люди это, ребенки это люди, понимаешь? Ну она это имеет в виду, да. Не, мне на вас насрать, не важно, какую вы херню там несете. Ну, нет, значит, дети не люди. Дети не люди, это заготовки для людей. Или что это? Это не, ну, если они не люди, то их можно убивать тогда. Можно их на мясо опускать. Я не знаю, ну вот я тебе говорю, дети это люди, все, ТЧК. Просто, да. Вот и все. Знаешь, у них самостоятельная воля, самостоятельное тело, самостоятельное эго. Без слова самостоятельно, просто эго. Пошел нахуй, здесь врать негде даже, врать негде даже. Автономные, самоуправляемые тела со своей волей. Их воля, как они хотят быть социализированы, они хотят быть как взрослые. Благодаря этому они учатся и взрослеют. Ну, так, утрируя чуть-чуть. Да. Ну, меня это не касается. Ну, жизнь их заставляет. Что их там жизнь заставляет? Нет, никто их там не заставляет. У них только есть мама, которая их опекает. Вот мама может что-то заставлять, как бы, да. Ну, вот я тебе и говорю. Любое женское действие, это не, ну, противодействие. Это моя гипотеза. Мне на вас насрать, я ничего делать не собираюсь. Мне вообще начихать на вас. Я буду просто со стороны смотреть на весь ваш дурдом, если так можно сказать. Мне начихать, это ваши проблемы. Это не у меня женская жизнь, а у моей супруги женская жизнь. А у меня мужская жизнь. Я думаю, как сделать, ну, как бы, свою жизнь хорошей, скажем так. Да. Вот чтобы вот всякой херни не было, ее надо перманентно беременеть, понимаешь? Ну тогда, меня не касается. Ну вот так вот, сам заполняй, что тут непонятного-то? Иначе ты будешь хренососом и а-ля Ван Гог, а-ля всегда, то есть, иначе ты членосос, да, слабак, и значит, никому не нужный, вот и все. Понарошечный, инфантил, детсадовский. On the city. Together with her former colleagues, Nurzai wants to fight for Afghan women from here, the old Greek parliament. Today, 24 ex-lawmakers are meeting here to form a new parliament, a parliament in exile, and a female one. Before the Taliban invasion, there were 69 women lawmakers in Afghanistan. Now, not a single woman is in government, and the legislature has been abolished. Shagufa Nurzai starkly warns the West over officially recognizing the Taliban. Не, мне это не интересно, я с тобой вообще, я не говорю с вами как с нормальными людьми, или наоборот, ну как вот объяснишь? Вот некий нормальный вариант посмотрим. Смотри, ты влюбился в женщину, добился ее, поухаживал, не знаю как, через отца, через родителей, там, как сосватался, или просто там на дискотеке подцепил, или где-то в клубе, или ты ее где-нибудь на рабочем месте ты куда-то пришел, она там секретарша, или в магазине, да насрать вообще. Вот, короче, ты женился по любви, полюбил, поухаживал, все, нормально, женился. Все, моя жена. Ну, наверное, ты как бы хочешь ее, как бы, это самое. Типа, это самое, да. То есть, хотя бы один-то ребенок, наверное, все равно будет. Где-то там, да. Понимаешь, вот. И теперь давай допустим, что ты ее будешь любить дальше всю жизнь, и все у тебя нормально. И при этом здорово будешь любить. Не как тюфяк там, или как не в бытовом смысле, не в финансовом, а в настоящем смысле. То есть, да, ну, таком, да. Какой, да. Ну, так, близком к телу, в женском смысле, понимаешь, вот их надо ласкать, ухаживать, ну, там, наверное, типа того. Как-то вот долюбливать ее, понимаешь? Ну, я уж не знаю, что сказать, короче, трахать ее будешь, правильно, да, понимаешь? Да, и представляешь, и тогда, скорее всего, если она здоровая, давай, допустим, еще это иногда, да? То у нее будут все время внутри заводиться дети от тебя, понимаешь?
которая, если она еще здоровее, чем настоящая, то она их не будет не вырезать, не выкрывать, они будут рождаться. Если она, ну, допустим, что она и на это ей хватило здоровья, и интеллекта не хватило, чтобы дальше, скажем, хватило женственности, то есть человечности, потому что у нее, мужества у нее нет, она потому что не мужчина, понимаешь? Потому что интеллект, ну, есть, наверное, какое-то подобие, но он ей не нужен. Это у нее в пассивном каком-то, это не важно. Женщинам это не нужно, это, ну, хорошо, прожили тогда вот такую жизнь, жизнь интеллекта женскую. Нормально, хорошая, ой, добрая, ой, счастливая, ой, да вся бесплатная, ой, да что вы говорите. То есть явно, что можно как-то лучше, как минимум, правильно? И да, она не самая добрая, кстати, будет эта жизнь, и меня это не касается. И не бесплатная, кстати, да. Не самая бесплатная, но не важно. Да. Ничего мне вообще не интересно. Я просто, да, можно как-то лучше было. Ну, хоть одного ребенка-то мы родили, и то было бы уже КПД. От 0 до единицы повышается, да, она не касается. Ну, на худой конец бы, взяли там, поухаживали, не знаю. От балды мне не интересно, это я просто тебе говорю. Так вот, ты как мужчина, что можешь сделать хорошего для себя в ситуации брака, чтобы у тебя хорошая жизнь вот была, да, вообще в целом. И чтобы ты всегда был на коне, всегда был мужчина. Это всего лишь один из вариантов. Не знаю, что это. Чтобы у тебя всегда были успешные дела твои, чтобы ты реализовал, чтобы ты был кем-то в мире, в обществе. Да, чтобы ты себя чувствовал мачо, если угодно, мужчиной, да, чтобы, ну, и так далее. Да, чтобы все было хорошо. Да. Чтобы ты находил пути реализации, знаешь, своих талантов. Чтобы ты отдал, чтобы ты хотел, чтобы жизнь, да, чтобы у тебя был здоровый пил, чтобы ты хотел, ну это уже, чтобы ты, да, жизнь свою, ну, чтобы ты прожил жизнь мечты, понимаешь? Ну, жизнь труда, скажем. Чтобы ты взял свои таланты и начал их реализовывать. Без всяких, не понарошку, а просто, да, ну, то есть в плавании, не понарошку там, не изображая из себя кого-то, а просто вот как бы, то есть как бы в плавании по морю жизни, океан, да насрать не надо. Ну, не знаю, какие аналогии привести, что тут непонятного-то, чтобы все по-настоящему, чтобы жизнь была, да, настоящая, понимаешь, чтобы не понарошку она была, да, чтобы она настоящая была, да что тут непонятного-то, блин, чтобы мужская жизнь была у тебя, да, потому что если у тебя жена не рожает, мужской жизни у тебя не будет уже, понимаешь, а у нее тоже не будет, у нее будет подобие мужской только, понимаешь, ну, да. За собакопара, потому что, ну ладно. Ты будешь зато толстый, добренький, пивасный и пассивный, и полезный, и молчаливый, и смиренный. Зато романтиком будешь, или поэтом, или философом, или может быть еще кем-то. Все бесплатное будет, да. Бесплатно. Будешь, да, ну меня не касается. Я не на вашу недалекие, так скажем. Тут даже думать-то не о чем, понимаешь? Ну просто, ну хорошо, твои какие варианты? Сокращать популяцию своей семьи, да, то есть, чтобы твоя жена не рожала, тогда ты будешь мужчиной. То есть если получается такая логика, да? То есть ты полюбил, результат любви, это, ну тогда получается мы сейчас будем говорить с тобой о любви. Любви нету, и вы просто два тюфяка. Зато брак крепкий у вас, бытовой, кое-тут. Зато вам не скучно жить, интересно, да. Зато результативно очень. Вот вы прожили жизнь, и все, у вас замечательно. Умерли такие, и никто вас с позором не будет, скажем. Все хорошо. Очень плодовитая, очень хорошая. Ну, наверное, как бы понимаешь, что жизнь мечты прямо-таки. Ну, я бы не сказал, что для себя пожили, потому что для себя это все-таки, если, я думаю, что для себя это значит пожить мужскую жизнь, если ты мужчина, и женскую жизнь, если ты женщина. Тем более, если вы как бы по любви живете, меня это не касается.
А все остальное это... недоразумение. Or, you know, these kind of things, but they're not very well defined. But in some ways, they've remained the same for many years, and that is that he has a certain idea of Russia and the post-Soviet space, that Russia needs to be restored. There's a restorative process that needs to take place to become a great power in his terms. He sees enemies, adversaries everywhere because he projects onto others his personal intentions. So he. Ну, типа, я про это говорю тебе. Берешь и реализуешь себя. Реализуешь, это значит деньги зарабатываешь, свое дело какое-то, да. Я про мужчин говорю. Понимаешь? Ну да. Да мне вообще наплевать. Ну, так, я-то здесь при чем? Да отвали! Ну вот, перебираешься, значит, с твоей работы, которая с какой-нибудь работы, где ты просто работаешь никем! Просто ради денег. Где ты просто... Ой, отстань! Каким-то образом, значит, находишь возможность начать заработать, не начать, а, ну, да, возможность зарабатывать тем, что ты уже умеешь делать по своей специальности, да. Наверное. Ну, вот твоей мечте, вот кем ты хотел быть, вот и все, что ты хотел уметь, какое ты хотел умение иметь в этом мире, знания, какое место, блин, профессию какую хотел. Of course, he failed in the beginning in his attempt to conquer Kiev and push away Ukrainian forces from Kiev, maybe to topple the government. That objective failed, but he's still moving forward in the east and in the south, so he increased the territory controlled by Russian forces. He nearly doubled it since the beginning of the war. Why he didn't say that there will be a mobilization? I think there are several reasons. So he likes to be unpredictable, and things like this war, it's something which is difficult. You know, Russian people, I don't think most of them want this war and like this war. So he wants to keep it on a low flame, so to say. Something comparable maybe to the Soviets and Afghanistan when they had a limited contingent of forces. And this is exactly very similar here. And I think that the Russian president is still keeping much of his reserves and maybe preparing them for a bigger war, maybe for a war which will take more time, maybe years. So I'm rather skeptical about, so I wouldn't go as far as to say that he has lost this war and he's losing and Ukraine is winning. The situation is very dynamic, and we still have to wait a few weeks. The coming weeks and months will be very important. Can I put in one point of contrast between this speech, this May 9th speech, and the one that Putin had in 2014? Just to give a sense of how he sees this moment. That year, he gave this speech in Moscow and then immediately traveled to Crimea for the first time to basically celebrate the return of Crimea to Russia. So these historical hinge points are quite important. And again, there he wanted to, of course, crow about Crimea's illegitimate return to Russia. I think if he had that moment now, he would have taken it. And the fact that he doesn't is very telling. Angelina, there was an indication. May I respond to then, just a quick response to that. A lot of observers and experts have been expecting Putin and maybe President of Belarus, Lukashenko, to travel to Crimea. He didn't do it. He's not traveling because he thinks that it is not safe for him to go there. I think he would like to, but it is not safe. So he has very much limited his travel plans, but I think we shouldn't overestimate it.
Angelina, is it right to say that there are in the West, observers in the West, the journalists like us have misunderstood the situation among the Russian people, that they are not as downcast maybe about the prospect of now a long war taking place? But there's more backing than we might have expected for Putin at this stage. Well, I would say it was not only the Western journalists who have misunderstood it, but also a very great majority of Russian critical journalists have also misunderstood the situation completely. And right now, it's obviously not very easy to say what the public opinions really are, because you can hardly trust official state polls, or many people also refuse to speak about that. Many people also say what is expected of them. I think a really important factor is that if you'd asked the majority of people before the war whether they would be supporting it, the answer probably no. Now, since the beginning of the war and along the lines of massive state propaganda, the support of the war is there. Some people support it actively, some people support it passively, saying that we don't know what's happening, there are fake news on all kinds of sides, we just want to deal with our own life and go forward. And there are maybe, I would say, between 15 and 25% of people who are against the war. It was interesting, I read one observer in the Western media this week, like the story, the emperor with no clothes, and the emperor going out naked and nobody telling him. Is Russia a country that Ну хорошо, давай. Жизнь это проводить вместо с роднёй, да, вместо с роднёй. Speaking truth and processing truth is obviously not a very easy task for many people living in Russia. And also acknowledging the fact that Russian army is doing what it's doing in Ukraine is also a very challenging task for many Russians. There are numerous cases of when Ukrainian relatives call their Russian relatives and tell everything what is actually happening now in Ukraine. They believe them. They believe state television. They don't believe their own relatives. And there are many families who have roots in both countries. And it might take years to realize what is happening. It might take years for people to come to understand what Russia is doing now and what consequences are out there for Ukraine, but also for Russia. There's a sense around Russia that the history is constantly being rewritten and recreated and reimagined, and at this point in time, a lot of that recreation surrounds Nazis, neo-Nazis, and Jews. Why is there that mixture, that toxic mixture? I think Tyson has already addressed it in what he was saying earlier, that there's a lot of sentiment and there's a lot of sad feelings about Soviet Empire collapsing in the 90s. And I think a lot of today's propaganda has been built on that, to strengthen up this feeling, to make people think we can build the empire again. Even though we have to go through economic difficulties, even though we have to experience hardships, we'll make it. But then the Second World War was, in the last, I would say, 10 to 12 years, has been positioned as the victory in the Second World War of Russia has been positioned as one of the major achievements of Russian history ever. And there was a lot of this backward-looking attitude that this is the main cornerstone of our identity. This is something which we build on our today's life. It was so much looking back into history and instrumentalizing this history and turning it into an instrument of today's propaganda and today's rhetoric that Russia needs to be great again and we need to rebuild this empire. And personally for me, that was a very sad story, because I felt like with so much interest and so much attention onto the history, something which happened many years ago, even though it was obviously a very tragic event and it was a very important event in world history and Russia's history, so little attention is being paid to what's happening now, and so much little attention is being paid to what will be happening in the future. In a way, that image that we build everything we have on the past is not sustainable. It's not something which will give us new future. Nevertheless, Tyson, there are many who see parallels between Putin's denial of the existence of Ukraine as a separate nation and Hitler's denial of the right to life in the Nazi period. Is that a comparison we can make? I wouldn't make that comparison. We're talking about a completely different situation, a completely different era, and a completely different
international system today than we were almost 80 years ago. What I would say is that Putin he styles himself as a student of history, but he has a selective interpretation of moments of history. And if you look at the way he instrumentalizes and sometimes militarizes history and its symbolism, there are kind of three areas that he pulls out. One is Russia's grandeur. It has this destiny on the global stage, and that destiny runs right through Ukraine. The second is this sense of sacrifice, and there he does look to the experience, for example, in St. Petersburg, the siege of St. Petersburg, and what the people were able and willing to sacrifice. They had to sacrifice in the Soviet Union under siege. And he says, we can do the same thing, whether the people want it or not. And the third is a pathological sense of victimhood. Everybody else is responsible for Russia's decline since the 90s. It's NATO expansion. It's Nazis around every corner. It's pluralism. It's gays. It's the minorities. It's never the fault of the corrupt system that has eaten away at Russia itself. Interesting observations. Now, in our short report that we heard at the top of the show, President Putin railed against the neo-Nazis and what he sees as their henchmen in Ukraine. So now here is President Zelensky talking about the influence of World War II on what is happening today. We will never forget what our ancestors did in World War II, in which more than 8 million Ukrainians died. We will not say that can be repeated. Only a madman would want this wartime back again. Only a madman would repeat the horrific crimes of Hitler's regime. No invader will ever rule our free country. Sooner or later, we will win. President Zelensky there, he has managed to establish a reputation for himself, a kudos for himself, an aura for himself as being dynamic, communicative, egalitarian, open. Is there a downside to all of that? Well, some his critics see him maybe as too dynamic, or criticize him for trying to use his experience as an actor too much, but actually that's a minority. Most people in Ukraine like it. So he seems to be the right person in the right place as a president. So he stayed in Kiev in the first weeks. He didn't run away, which some expected and Putin expected probably as well. So he helped to consolidate the country in its darkest hour. So I think it's very important that he is the president at this time, and he is supporting the Ukrainian Как наибольшую пользу and I think in that video we also saw it, how he can also project that experience and persuade also people in the West watching those videos, because I hear and read a lot of positive remarks from Western journalists, Western politicians about Zelensky and how he conveys his messages, how he communicates, because the contrast between him and President Putin is very striking. Interesting. You Roman, obviously are a reporter, a correspondent, a journalist, and that's at the same time you are a person who has emotions, who is emotional about what is happening in the world. Tell us about what is going on inside you at this point in time. As this story in Russia evolves. Well, it's very difficult for me as for all Ukrainians to digest what is happening, to somehow sort it out and just start to analyze and do what we have to do, because this is so immense, so big. We saw it coming, many of us saw this coming, starting maybe 2014 or maybe earlier, but still most of us believe that this is madness. And this madness, it's very painful to watch what is happening every day. And as a journalist, it's especially difficult for me, because I have to follow the events. I wake up in the morning and start reading the Twitter news and several news outlets, and the news are not good, and they will not be good for a long time. You have told me that you believe that the worst is yet still to come. Yes, regretfully, the worst
worst is yet to come. And so you have to have a very long breath and have a lot of mental strength to cope with that. I'm doing better now than in the first days of this war, because it was also a surprise for me, because many of us, as I've just said, we thought this would be madness for Putin to do, because this will destroy Russia. Why should he do it? But he still has done it. So we are moving towards a catastrophe for Russia, and for Ukraine we have a catastrophe already. So Putin's intention was to hurt Ukraine, and regretfully he succeeds in that. But Ukrainians are fighting back, and this is something which gives also hope to Ukrainians. A quick word, thank you for that, and a quick word, Tyson, on the American perspective. You are an American, and there have been voices from Washington suggesting that people believe that there is perhaps a window of opportunity to, as the wording has been, to somehow move President Putin off centre stage globally. Is that a credible approach? Is that a wise approach? I think that if you listen to the Biden administration's rhetoric and look at their plans, and then see how they're being getting top cover from Congress, which is even more pro-Ukrainian than the administration, which is incredibly pro-Ukrainian. There are three objectives. One is to support Ukraine, originally financially, then with defensive lethal assistance, now with heavy weaponry, and have just passed Congress just passed a $40 billion package to do so. That's $7 billion more than the administration actually asked for. So every time they're topping it out, because that support is so strong, then hardening NATO, making sure that NATO is the tripwire, which really leads to an escalation that it wouldn't even be attempted. And the third is costs for Russia. And in the past, I will say, I worked in the Obama administration in 2014. There was a fourth pillar, which was offering an off-ramp for Putin, making sure that there was always, but that is not a primary objective right now. This is the face-saving option. Right, because right now the primary objectives are these three objectives: support Ukraine, harden NATO, costs for Russia. Because as was said, the rational calculation for Russia's own stand in the world and prosperity of its people is not to engage in this war. And until there is a constellation where an off-ramp actually yields something that will pursue those first three primary objectives, it's not really on the table. On a slightly different note, you are a journalist, you describe yourself as a journalist, but you also describe yourself, I noted, as a change maker. What is a change maker, and how can you make change happen at this point in time? That's a very tough question, and that's also a question which I keep asking myself ever since February 24th. For many years I've been working in Russia, as you mentioned, as a journalist, but also someone who was trying to establish, for example, people-to-people international connections, people-to-people diplomacy to many European countries, but also like the West in general. And I've been working in very close connections with the civil society groups, also in the area of environment and climate change. And even though political pressure was growing, even though state pressure in various forms was increasing on NGO groups, on journalists, that was still possible to do something in particular areas. And many people like me were thinking, okay, through these very little changes, through these international cooperation programs, but also maybe open journalism, open and critical journalism, we can change the country. And I saw these changes happening with many local groups, with people caring so much about their immediate environment or their cities, or many social initiatives appearing. We thought that would change the country. But what happened on February 24th is that the force of power just destroyed everything, also destroyed a lot of what people like we were doing. And this is why so many people have left the country ever since. And this is also why we keep asking these questions to us. What is it that we can do now? What is possible now? We began with this very personal decision that you made to leave your home country, a country that you've told me you were very, very fond of in your youth and in later years. How would you describe your mood now, Mike? Is it more a sort of a mood of despair or a mood of hope, or is it a mixture of the two? Well, it comes in waves. One day when I'm being active, when I do something, and I have a feeling I do something reasonable, I help other people, I feel better. But then sometimes
despair also comes, especially when I don't see any picture of the future I would like to see. I also feel sad. I feel that, as I said in the beginning, the future, I mean, not only of Russia, but also of the world is very unclear now. I feel worried about many friends and colleagues who are still in Russia and who are critical about the war and who are being detained or who are being threatened. Yeah, all these feelings at once. Is Russia heading for disaster? I think in its current path, yes. It's already in a state of disaster. Yes, Russia is heading for disaster very fast. Well, on that gloomy and grim note, it's time to say bye-bye. Thanks very much for joining us on To The Point, and do come back next time. Until then, bye-bye. Cheers. Basically make these trays and we stack them together vertically. Paul Matovu in Uganda thinks this idea can provide fresh vegetables for all. People should be aware that there are other ways of growing food in urban areas.
Russian soldier on trial for war crimes. A 21-year-old man will be the first Russian soldier to stand trial for war crimes in Ukraine since the start of the invasion. He's accused of killing an unarmed 62-year-old civilian. Also coming up, Ukraine calls on its allies to seize Russian assets. Russia must take politically, economically, but also financially. The Ukrainian foreign minister was addressing a meeting of G7 foreign ministers in Germany. And a final goodbye. Thousands of mourners pay their last respects to a veteran Al Jazeera journalist fatally shot while doing her job reporting. Ahead of Shiri Abu Akleh's burial, Israeli forces charged into the funeral procession carrying her casket. There has been an outpouring of grief across the Palestinian territories and the Arab world. With the opening of the first trial of a Russian soldier accused of war crimes during Russia's unprovoked war in Ukraine. A 21-year-old stands accused of killing a 62-year-old unarmed civilian during the first week of the war. 2 other cases are expected to be heard in the coming days. A media scrum at Ukraine's first trial of a Russian soldier on war crimes charges. The 21-year-old is accused of killing a 62-year-old man, shooting him dead to stop him from reporting the Russian soldier's presence to the Ukrainian military. On February 28th, in a village northwest of Kharkiv, the accused shot an unarmed and unthreatening civilian in the head with an assault rifle. The trial marks the beginning of a Ukrainian judicial probe into alleged Russian atrocities on its territory. The Attorney General says prosecutors are examining more than 10,000 alleged war crimes committed by Russian forces against Ukraine's civilians. Meanwhile, German Chancellor Olaf Scholz spoke with Russian President Vladimir Putin, their first direct communication in weeks. And Russia's foreign minister had harsh words about Ukraine's ambitions to join the European Union. The EU has evolved from a constructive economic union into an aggressive militant actor, with ambitions far beyond the European continent. Ukrainian President Volodymyr Zelensky also declared himself ready for direct talks with Russian President Vladimir Putin, but stressed that Ukrainians would not look kindly on it as things stand. DW's Amien Asif is in Lviv and told me about the significance of this first war crimes trial since the start of the unprovoked war in Ukraine. It's a drop in the bucket, Layla, in terms of the number of crimes, the number of alleged crimes that have been committed by Russian troops in Ukraine, in which Ukraine hopes to bring before a court. But it's the first drop, so this is very significant symbolically for Ukraine to show that it's upholding some kind of standard of international law. There have also been accusations that Ukrainian troops have committed war crimes, and Ukraine has vowed to investigate those as well. So what Ukraine is doing here is showing that despite the fact that its country has been forced into a state of war by an invasion which it considers illegal and against international law, it is Вот приборы, которые показывают, какое количество воды мы даем на город. 800, 700 и 1000. Пока подается так называемая техническая вода, но уже через несколько дней после дезинфекции в домах мариупольцев пойдет чистая питьевая. В первую очередь это Октябрьский район, после будем потихонечку подключать Приморский район. Далее у нас в планах Ильичевский и впоследствии Левобережный. В Мариуполе продолжают работать и сотрудники Следственного комитета России, собирая все новые доказательства военных преступлений киевского режима против мирного населения. Местные жители рассказывают следователям, как националисты взрывали и грабили их квартиры. Поворовали мелкие и дорогие вещи у многих. Это все было разворовано. А причем еще
пили у нас, куча патронов валяется, уничтожали всю мебель, вещи и запустили чужих людей в наши квартиры. У вас конкретно пропали какие-то личные вещи? Какое-то имущество? 200 тысяч. Все собранные свидетельские показания и улики лягут в основу уголовных дел, чтобы те, кто совершил эти преступления, от ответственности уже не ушли. Александр Белиев, Сергей Елисеев, Алексей Ялдин, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести из Донецкой Народной Республики. В Луганском городе Рубежное завершена зачистка промзоны, которая была последним оплотом сопротивления украинских неонацистов. Над пороховым заводом «Заря» установлен флаг ЛНР, а внутри промышленного комплекса обнаружены документы наемников из США. Службу американцев в рядах украинских батальонов подтверждают и пленные. Ну а отступающие подразделения ВСУ продолжают мстить мирному населению обстрелами жилых районов. О ситуации в ЛНР репортаж военкора Николая Булгачева. У завода «Заря» сейчас эти подземные укрепления исследуют наши бойцы и выясняют, что здесь еще может остаться. Территория защищается полностью под контролем, освобождена в ходе интенсивных боев. В укрепленных подземных укрытиях следы бегства противника, брошенные противогазы. Их много. Неонацисты, видимо, готовились подорвать химикаты. По всей территории коробки с тротилом. Рубежанский казенный химический завод «Заря». Здесь бились не только с украинскими неонацистами. Российский генерал Алаудинов держит в руках документы американского наемника. Кларк Джозеф Уорд родился в Вашингтоне, а завершил свой путь, видимо, рубежным. Мы фиксировали 7 американцев, американских наемников. Пленные нам говорили, что это американцы, которые непосредственно руководят всем этим сопротивлением. Здесь